сноуборда и по фристайлу на базе губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда. Шерегеш – один из лучших горнолыжных курортов Евразии, который становится местом притяжения любителей активного отдыха из всех уголков мира. На горе Зеленая спортсмены разыграют комплекты. Теплицы – самое главное подспорье в домашнем хозяйстве у многих северян. Где еще можно съесть хрустящий пупырчатый огурчик прямо с грядки? Но прежде чем этот огурчик вырастет, следует немало потрудиться. Во-первых, теплица на севере – это почти капитальное строение. Зачастую строится из бруса или бревен. Второе. В теплице, как правило, установлена печь. Ведь посадить рассаду нужно в прогретую землю и поливать довольно долго теплой водой. Кроме того, не стоит забывать про неустойчивую северную погоду. Мы расскажем вам о нескольких хозяйках. Знакомьтесь, Самсонова Марина Геннадьевна. Выращивает овощи для себя, занимается этим не первый год и многое может посоветовать. Нарезала траву свежую и вот так мульчирую почву вокруг. Это создает такую воздушную подушку. Во-первых, от сорняков защищает. Во-вторых, не дает пересушиваться земле. Вот. Потом она подсохнет, станет такой вот сухой травой. И осенью при перекопке своеобразным удобрением. Вот так. Но только траву обязательно надо не цветущую, чтобы семена потом не рассеялись. Иначе от сорняков не избавитесь. Вот эта тыква, да, вот эта тыква. Сейчас вот она сегодня расцвела. А какой запах от тыквы? Вообще, как духами пахнет. Тыква очень вкусно пахнет. Вот. Цветки такие ярко-желтые. Но я много не даю завязываться, потому что в наших условиях они, дай бы Бог, чтобы одна хорошая была. Лишние листья обрезаю,
потому что тоже сок тянут. Это не земля, это не грунт, это все-таки стеллажи. Тут земли мало, питательных веществ тоже не хватает. Подкормку веду обязательно. Зола вот у меня разведенная. Здесь у меня навоз запаренный. Вот. И каждую неделю в выходные я им даю подкормку. Вот. Ну, еще, допустим, если листву зеленую срезаю, допустим, лишние листья от огурцов или там помидоры тоже не даю зарастать, потому что все тянут в себя. И эту зеленку тоже водой заливаю, она квасится, потом через какое-то время разлагается, и этой жидкостью я тоже полью. Вот у меня баклажаны уже цветут. Вот. Я вот таким образом их опыляю. Вот. Скоро уже через неделю, наверное, точно баклажаны будут. Тут вот уже завязался. Сваи лиственные, они практически не гниют, от воды они даже еще больше прочность набирают. Практически теплицу не ведет. Она стоит вот уже много лет. Ой, это счастье, это радость, это отдушина. Вот я здесь просто отдыхаю и душой, и телом, вот честно. Бывает, сейчас вообще сложная у всех жизнь, да, загружают нас и по работе бывает, и всяко разно. Вот. Но когда я прихожу сюда, и когда я вижу какие-то результаты своего труда, это ну просто не пересказать вот ощущения. Вот действительно я здесь отдыхаю. Я даже вот ночью во сне так не отдыхаю, как здесь, находясь там час, даже 15 минут. Вот я прихожу на обед, поела быстренько, и все. И я пошла тут то трясти, то опылять, то там рыхлить, то там что-то это. Быстро, ага, смотрю, время уже все. Я иду на работу, и уже какое-то вдохновение, ну совсем другое мироощущение. Анна Муратова, наоборот, еще только осваивает тепличное хозяйство. Но маме многодетной семьи это так же интересно, как и ее детям. Опыт тепличницы у нас небольшой. В этом году мы только в мае месяце приобрели сию теплицу. Для меня теплица вообще что-то непонятное было, потому что я из Самарской области, у нас там таких теплиц нет. Там есть просто дача, огород, есть парники и все. Но чтобы что-то выращивать в стеллажах, это было для меня очень непонятно. Но вот пытаемся, эксперименты проводим пока в этом году. Это тыква. Ребенок у меня воткнул просто семечки, 3 штуки, и они все взошли. Ну вот как бы мы их высадили. Вот эта тыква, укроп, петрушка, кабачки. Ну это все, наверное, редиска. Там огурцы. Руккола. Вот все, я пытаюсь вырастить елку, голубую новогоднюю ель. Не знаю, почему-то она зеленая, но пусть растет. Вот, это у нас инжир, теплолюбивый такой. Ну вот, пока растет, дальше не знаю. Так, и вот у нас растет дуб. Здесь еще вот несколько. Ну, посмотрим, как, что будет. А потом куда вы их денете? А вот не знаю пока, куда мы их денем. Скорее всего, что придется их забрать домой, а там, даст Бог, выживут, так на следующий год опять принесем. Вот. Ну и здесь вот такие вот у нас цветочки. Вот это была сирень, но что-то с ней что-то пошло не так. Что-то как-то она стала болеть. Вот. Это георгин. Это перец, кстати, декоративный, черный. Просто вот он как бы должен быть красивым, у него должны быть такие семечки. Урожай ждем, конечно. Ну, я не так сильно, как дети, потому что старший у меня любит помидоры, он все ходит на них, смотрит, когда же они появятся. А дочка любит огурцы, все смотрит, какие они там маленькие, когда же они будут. А для меня это, скажем так, ну, отдушина, что ли, так больше, так сказать. Просто интересно семечку посадить, из нее там что-то вырастает, и какое-то вот такое занимательное времяпрепровождение. Ну, на овощи, скажем так, если взять бюджет, ну, пусть там 30 тысяч рублей в месяц, то на овощи и фрукты где-то уходит большая часть. Потому что, ну, дети есть дети, естественно, они
любят это все, они хотят, и, естественно, мы идем, покупаем, вот, но цена, конечно, страшная. И местное, да, оно почему-то получается дороже, хотя вот, ну, я не знаю почему. Наверное, какая-то есть в этом экономическая составляющая, как-то люди считают, но иногда мне кажется, что это вообще вот просто от балды. Да, конечно, мы вот познакомились, ну, в принципе, и так поселок маленький, мы знали до этого друг друга. Спрашиваем, как это лучше сделать, потому что вопросов масса возникает, потому что, ну, действительно, в первый раз сами так пробуем. И самое интересное, что никто не отказывает, никто не говорит: не, я тебе ничего не дам, я тебе ничего не скажу, это тайна. Все как-то делятся, общаются между собой. Так что пытаемся, надеюсь, будем дружить. Муж помогает, но он так больше где-то воды принести, там что-то как-то, вот, потому что он не отличает ни огурцы и помидоры, там листики, для него это вообще все одинаково. Он говорит: я ничего не понимаю. Я говорю: ну это же укроп. Он говорит: это я знаю, что укроп, а все остальное, говорит, я не понимаю и не разбираюсь. Вот. Дети помогают, приходят. Печка. Вы вот когда начинали высаживать, вы топили печку? Топили, да, топили печь. Потому что было достаточно холодно. Ну и мы, конечно, рано уже высадили по сравнению со всеми другими. Вот. Но все равно было холодно, мы топили печь. Я научилась топить печь, теперь сама знаю как. Что. Теперь утром открываем, когда нужно, вечером приходим, закрываем. То есть своеобразная такая заботушка появилась. На телеканале Якутия-24 продолжается прямая трансляция первого соревновательного дня спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. И ровно как мы вернулись в эфир, Николай Фокинов выводит, не выводит, а удваивает преимущество своей команды до 2 мячей. 2-0. С таким счетом у нас ведет команда Оленёкского Улуса. Я напомню, что это игра первого тура группового этапа. Это у нас группа А. Встречается команда Оленёкского Улуса и Алданского района. Приносим извинения за то, что вышли с опозданием. Возникли проблемы с электричеством, но сейчас проблема устранена, и мы с вами досмотрим этот интереснейший матч. 5 минут команды отыграли во втором тайме. И продолжал я, конечно же, наблюдать за ходом этой встречи, даже вне эфира. И, в принципе, у нас рисунок игры сильно не поменялся. Оленёкский Улус продолжает наседать, продолжает организовывать моменты. Но Алданский район заметно оживился. И вследствие чего заставляет своих соперников фалить. Оленёкский Улус у нас набрал уже 4 нарушения правил. 4 нарушения за 5 минут. То есть сейчас, если еще одно нарушение правил будет со стороны футболистов в красной форме, то они уже будут висеть на 5 фолах. Что, конечно же, будет играть на руку алданцам. Начинаем мы с группового этапа. Ну и, соответственно, потом команды с лучшими показателями выйдут в плей-офф и уже на выбывание продолжат борьбу за медали данного турнира. Находимся мы в селе Барагонцы, в Усть-Алданском Улусе, где вот на новеньком хоккейном корте у нас идет данный турнир. Атака алданцев, конечно же, пас направо, и доходит дело до удара. Вратарю тут, конечно, не стоило играть, так как он уже покинул свою штрафную. Против Романа Кирина нарушаются правила. Держится за правое колено Роман. Будем надеяться, что обойдется без каких-либо серьезных повреждений. 7 минут, порядка 7 минут отыграли команды во втором тайме. Напомню, что по регламенту турнира 23 минуты у нас грязного времени. И последние 2 минуты у нас идут уже в чистом виде со всеми остановками таймера. Оленёкский Улус на прошлых играх, если мне память не изменяет, вот вышла в стадию плей-офф.
И как отмечал сам Прокопий Федоров тогда, это, безусловно, очень хороший результат для, ну, скажем так, не совсем футбольного улуса. Но если это, конечно же, сравнивать с командами Якутска, Мирнинского района, Усолданского и так далее. Не в обиду, конечно, ни в коем случае представителям данной команды. Но сегодня у оленёкских футболистов можно сказать, что да, игра идет, получается. Действительно, несмотря на трудности, которые имеются, да, вот команда организовывает атаки. Раз за разом угрожает очень опасно воротам алданцев. И вот, собственно, вот это преимущество мы видим на табло. Я думаю, отражает счет то, что вот действительно происходит на паркете. Но вот у алданцев как раз-таки наоборот, что-то совсем игра не идет. Периодически чисто вот взрывается команда. Ну вот, не сказал бы, что существует какая-то вот большая разница в классе. Но оленёкский просто выглядит сильнее. Вот еще одна атака. Хорошо так в обыгрыш у нас Михаил Усманов шел. Так, нарушение правил и... Так, у алданцев 4-й фол. А что касается Оленька, то у них 5 фолов. Нельзя уже фолить. И удар какой, штанга. Продолжается момент. Добивания не будет. И в подкате стелится Игорь Зинченко. Будет угловой удар. На 5 фолах висят представители оленёкского улуса. В случае 6-го нарушения правил, то будет назначен 10-метровый удар. Не только 6-го, имеется в виду 6-го и за каждый последующий фол. Аккуратно надо играть оленёкскому улусу. Но, в принципе, преимущество в 2 мяча. Учитывая именно, как у нас идет игра, это очень даже комфортное преимущество. Так, и равновесие по нарушениям правил. По 5 фолов с обеих сторон. Это был 5-й фол. Да. По 5 фолов набрали команды. И стандартное положение в центре поля. Роман Бондаренко разыгрывает мяч с Прокопием Федоровым. Роман Бондаренко хорошо увидел открывание соперника. Сейчас сам будет. Нет, это не удар, это скорее был пас. И выходит в свою атаку представители Алданского района. Удар какой и перекладина. Не без труда справился с этим ударом Владимир Лялигин. После его сейва мяч угодил в перекладину. Но хороший такой удар. С подъемом, мне показалось, да? В исполнении алданского футболиста мог привести к тому, что было бы сокращено отставание в счете. Что касается времени, у нас 10 минут отыграли во втором тайме. Времени много в мини-футболе. За минуту и за 2 можно сделать очень много. Ну вот как раз из-за этого у нас последние 2 минуты идут в чистом виде, чистое время. Очень верное решение со стороны организаторов данного турнира. Удар тут, конечно, не получился. Александр Рейнвальд, капитан команды, пытался пробить с левой ноги с лету. В итоге не попал он должным образом по игровому снаряду, еще и подскользнулся. Я думаю, вы прекрасно сами тоже замечаете, да, то, что футболисты у нас скользят, так как у нас площадка находится на открытом воздухе. Момент у ворот алданцев. И тут как бы пыли не избежать, и поэтому, несмотря на то, что даже вот организаторы, да, вот перед каждой игрой протирают паркет, все равно слой пыли образовывается, и это, конечно же, влияет на сцепление с покрытием, и это, конечно же, сказывается и на качестве игры. Порой вот даже кажется, что как будто бы на льду, да, играют футболисты. Алданский район взял минутный перерыв, и сейчас у тренеров будет возможность внести корректировки в игру своих команд.
Оленёкский улус на ваших телеэкранах. Тут у нас главный тренер Владимир Федоров. И помощником выступает его сын Прокопий, который выступает под 8-м номером. Прокопий, ну, это настоящий профессиональный тренер. Он руководит одной возрастной группой республиканской специализированной школы по футболу, которая представляет нашу республику на всероссийских соревнованиях, а именно в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. В этом сезоне Якутия представлена 2 командами. Это 6-е и 7-е года. Очень надеемся, что в этом сезоне Прокопий со своими подопечными порадует якутян успешными выступлениями в этом новом, очень интересном проекте Российского футбольного союза. Прошлый сезон, конечно же, в актив записать они не могут. Закончили турнир на последних позициях. И надеемся, что эта кампания будет намного удачнее. По 5 фолов, я напомню, уже заработали обе команды. И сейчас каждое нарушение правил будет караться 10-метровым пенальти. Стандартный пенальти у нас бьется с 6 метров, ну а за 6-й фол у нас мяч ставится на отметку в 10 метров. В атаке алданцы. Что-то непонятное у нас сделал Игорь Зинченко. Какой-то небрежный навес, и в итоге потеря. У нас, как я понимаю, в группах по 3 команды, группы 4, да, верно. 12 команд у нас прошли отборочный этап и завоевали право выступить в финальной части, которая сейчас у нас идет в Барагонцах. И 12 команд у нас разбиты на 4 группы. Ну вот то, что я говорю, действительно. Очень скользко, и это, конечно же, мешает футболистам. В этой группе у нас помимо Оленёкского, Улуса и Алданского района, сейчас я посмотрю, дайте мне буквально секундочку. Мирнинский район у нас играет также в этой группе. Но если пробежаться по списку всех участников, да, я думаю, конечно же, нашим телезрителям будет интересно. 12 участников финального этапа вот именно по мини-футболу. Это Ленский, Усть-Алданский, Мирнинский районы, город Якутск, Мегино-Кангаласский улус, Северо-Восточный федеральный университет, Алданский, Горный, Среднеколымский районы. Также вторая команда Усть-Алданского улуса на правах хозяйки соревнований. Усть-Алданская команда имеет право заявить 2 команды. Конечно же, они воспользовались этой возможностью, удачно пробились в финальный этап. Ну и оставшиеся 2 участника — это Оленёкский улус, который сейчас на площадке, и Нюрбинский район. Вот 12 команд, которые будут оспаривать медали данного турнира. Говорил о том, что после группового этапа у нас начнется стадия плей-офф на вылет, да. Я дополню информацию. У нас, так как это формат спартакиады, да, у нас разыгрываются абсолютно все позиции. То есть будут матчи за 11 место, за 9, ну и так далее. И вплоть до золотых матчей за золото и бронзу. Все игры мы покажем в прямом эфире на телеканале Якутия-24 и в YouTube-канале Якутия-24. Ну и финальные матчи также будут транслироваться еще и на НВК «Саха». Еще один момент у ворот алданцев, но тут как не разобрались. И смена в составе алданцев. Ну, в этом матче, да, тяжелее, конечно же, алданцам. У них значительно короче скамейка. Даже могу посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 9 футболистов привезли алданцы. Ну, то есть, грубо говоря, это 1 вратарь и 2 четверки, да, что, конечно же, не дает, да, вот пространства, чтобы как-то тактически как-то перестраиваться моментально. То есть это, грубо говоря, 2 четверки у нас играет. А учитывая то, что жара стоит у нас больше 30 градусов, это, конечно же, очень тяжело. Ну и то, что скользко, конечно, это тоже не проходит бесследно. Так, есть падение. Я напомню, что по 5 фолов команды уже набрали. Ну и, конечно, извиняется Александр Рейнвальд перед своим соперником. Но после вот стыка Рейнвальд навалился на своего соперника и сразу же, конечно, извинился. На правах капитана. Капитан — это лицо команды. И, конечно же, Рейнвальд должен быть примером для всех остальных.
Ну и уважение к сопернику прежде всего. Всегда вот в таких ситуациях я вспоминаю, да, строки легендарного гимна Олимпиады 80 в исполнении Тынися Мяги. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Ну и, собственно, ради чего вот у нас проводятся все эти соревнования, да, пусть и городские, республиканские, тем более такие масштабные, как спортивные игры народов республики. Это пропаганда не только вот здорового образа жизни, да, и пропаганда вот призыв заниматься физической культурой. Это и, конечно же, продвижение идеи олимпизма и всего того прекрасного, чему учит спорт. Ну ладно, вернемся к игре. Счет по-прежнему 2-0. Результативными ударами у нас отметились Роман Бондаренко в первом тайме. И вот как раз, когда мы вернулись в эфир, Фокинов забил второй мяч. Опять дело, вот казалось бы, доводят футболисты до удара, но в последний момент блокируют алданцы. Так, прозвучал свисток, и Оленёкский район у нас одерживает победу. Очень интересно, на самом деле, это оставалось еще время. Не знаю, с чем связана преждевременная остановка игры. Но разберемся с этим позже. Я разузнаю, конечно же, у судей. И в следующем матче я проинформирую вас. Во всяком случае, в этой игре, о чем мы можем с уверенностью сказать на сей момент, это Оленёкский Улус записывает первые 3 очка на групповом этапе благодаря результативным ударам Романа Бондаренко и Николая Фокинова. 2-0. Справедливая, заслуженная победа Оленёкского Улуса. Но Алданский район будет готовиться ко второму туру, имея в активе 0 баллов. Поздравляем подопечных Владимира Федорова с первыми набранными очками. Ну и проанонсирую я программу сегодняшнего дня. Сегодня нас ждут матчи в группах Б, С и Д. Первый тур в группе А мы уже посмотрели. В группе Б с 12 у нас встречаются команды Северо-Восточного федерального университета и дублирующий состав, ну, вернее, будет сказать, вторая команда Усть-Алданского района. Затем в 3 мы посмотрим матч между Мегино-Кангаласским и Нюрбинским Улусом. И в 16:30 у нас последняя игра. Горный Улус против Среднеколымского Улуса. Ну что ж, друзья, с вами футбол смотрел Власий Сергеев. И ждем вас в 12:00 на прямую трансляцию матча между СВФУ и Усть-Алданским районом. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Долги населения за жилищно-коммунальные услуги оказывают негативное влияние на работу управляющих компаний и качество их услуг. В случае длительной неоплаты задолженности ее взыскание производится в судебном порядке. В ряде случаев в таких делах принимает участие и прокурор. В каких же случаях это происходит, каковы особенности рассмотрения судебных дел данной категории и что важно знать гражданам-должникам? Об этом мы поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, юристом первого класса Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. День добрый. Скажите, чем же определены порядок и срок оплаты за коммунальные услуги? В данном случае мы все, как потребители коммунальных услуг, согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, также пунктом 63 правил, утвержденных постановлением правительства номер 354, мы все несем ответственность и мы обязаны вносить плату за коммунальные услуги. В состав коммунальных услуг что у нас входит? Холодная, горячая вода, сточные воды, электрическая тепловая энергия, газ, в том числе в баллонах, твердое топливо для печного отопления и вывоз мусора. При этом в плату за жилое помещение у нас входит оплата за текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт, также за пользование общим имуществом, расходы, которые мы несем, и стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых за управление домом. При этом наниматели или собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества. Не все понимают, что такое общее имущество. Под общим имуществом следует понимать это коридоры, чердачные помещения, земельный участок, на котором находится жилое помещение и так далее. Это все, что находится за пределами вашей квартиры. Даже если вы не пользуетесь указанным общим имуществом, к примеру, лифтом, вы все равно будете обязаны вносить плату за указанные услуги. Квартплата у нас оплачивается ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Если мы сейчас будем оплачивать за июнь, то, следовательно, до 10 июля мы должны уже будем вносить наши обязательные ежемесячные платежи. Также квартплата из чего рассчитывается, да? Ну, мы все прекрасно знаем, что мы снимаем показания со счетчиков. Если у вас такие счетчики не установлены, то оплата производится по тарифам, установленным субъектом, то есть Республикой Саха-Якутия. Тогда в каком случае возникает обязанность по оплате платежей? Ну, тут следует исходить от того, кем вы являетесь, собственником или нанимателем жилого помещения. Если вы являетесь нанимателем жилого помещения, то, получается, вы должны будете оплачивать коммунальные платежи с момента заключения такого договора. Если такой договор у вас не заключен в письменной форме, то указанное обстоятельство не освобождает вас все равно от уплаты коммунальных платежей. Многие ошибочно думают, что если договор до сих пор не заключен, то мы можем не платить, но это не так. В любом случае вы будете нести обязанность такую и должны будете платить. А собственникам, конечно, у нас чуть намного, наверное, проще. Собственники оплачивают коммунальные платежи с момента регистрации права собственности. Скажите, что важно знать гражданам-должникам? Какие правовые последствия возникают для них в случае несвоевременной оплаты за коммунальные услуги? В случае неуплаты своевременно, то у нас такие ограничения могут быть как пени, ограничения, либо вообще отключение от коммунальных услуг. При этом, что у нас такое пение? Это неустойка. Если вы установленный срок не оплатили коммунальные услуги, это своего рода, ну, как говоря, легче, это штраф. Пени у нас начисляется с 31 числа, следующего за днем оплаты. То есть, если мы опять-таки приводим пример июнь, то есть за июнь вы должны оплатить до 10 июля, следовательно, пени у вас уже будет начисляться с августа, примерно с 10-11 августа. Кроме того, может быть, как я уже сказала, приостановлено либо ограничено. При этом приостановление или ограничение потребителя от коммунальных услуг невозможно без его предупреждения. Сначала в данном случае поставщик обязан его уведомить о том, что у вас образовалась задолженность и что с какого-то времени вы будете ограничены в тех или иных коммунальных услугах.
А следует отметить, что на практике, когда вот возникают такие вопросы, суды зачастую исходят из того, что надо оценивать соразмерность в данном случае вот такого поведения должника. Не обязательно, если у вас, допустим, небольшая задолженность, да, что у вас обязательно отключат, поскольку надо исходить из правовых последствий, которые могут возникнуть, чтобы это не ущемляло права и интересы граждан и иных лиц, то есть окружающих. Потому что если отключат отопление зимой, то это просто приведет не очень хорошим последствиям, негативным. Поэтому в данном случае это все-таки исходит из того, что это должна быть соразмерность. Скажите, а вот если мы говорим с вами о соразмерности, существует ли какой-то порог в счете по оплате коммунальных платежей, после которых вот действительно наступает пресловутое отключение? Ну, в данном случае, мне кажется, это все индивидуально, это уже все как посмотрит, получается, поставщик, либо уже суд. Потому что суд у нас принимает решение по своему также внутреннему убеждению, он оценивает все доказательства, которые имеются в материалах дела. Мы, конечно, не говорим о, наверное, о задолженности, которая менее там 50 тысяч и так далее, но как такового критерия нет. И поэтому на данный вопрос достаточно сложно ответить. Кроме того, я еще не сказала, что одним из негативных последствий невнесения своевременной платы для нанимателей жилого помещения может быть выселение из данного жилого помещения. У нас также на практике имеются случаи, когда устанавливается, что потребитель, наниматель, получается, жилого помещения по договору социального найма в течение 6 месяцев, более даже 6 месяцев, не оплачивает коммунальные услуги. Вот тогда уже, получается, наниматель обращается с иском в суд о его выселении. Помимо этого, суды, кроме того, что принимают такое решение, в данном случае должник у нас будет выселен из жилого помещения, и ему будет предоставлено жилое помещение, равное к нормам общежитию, то есть на одного человека 6 квадратных метров. При этом, помимо того, что его выселяют, взыскивают с него задолженность, пени, а также могут взыскать расходы на услуги представителя. Если, допустим, нанимают адвоката, то уже получается, кроме всего, что уже было перечислено, он еще будет нести расходы за то, что управляющая компания или наниматель понес, когда он нанимал адвоката. Это как раз один из таких параллельных случаев, непрямых, когда с должника взыскивается задолженность. Мало того, что ему надо будет платить все с процентами, так еще и платить за юридические услуги. Да, это как один из дополнительных негативных последствий для должника. Скажите, в чем отличие вынесения судебного приказа и решения по исковому заявлению? В данном случае необходимо, наверное, мне вам до этого рассказать, как вообще может быть взыскана задолженность. Да? Задолженность у нас граждан может быть взыскана в претензионном порядке. Это у нас по-простому досудебном, когда с помощью досудебного регулирования можно как-то решить те или иные споры. Мы, как все потребители услуг и жильцы многоквартирных домов, и также и частных, бывает такое, что когда заходим в подъезд или видим, что на стенде бывает размещена информация, какая квартира имеет задолженность и задолженность по квартплате. Это вот таким образом у нас, получается, управляющая компания пытается с нами договориться о том, чтобы мы оплатили в добровольном порядке. Но действующим законодательством не предусмотрен обязательный порядок досудебный, поэтому в данном случае управляющая компания может сразу обратиться уже в суд. Это в порядке искового либо приказного производства. Иски, получается, подаются, необходимо мне отметить, по месту жительства потребителя, либо иски подаются, если иск подает наниматель, по месту его нахождения нанимателя. И также необходимо отметить, что срок исковой давности по данной категории дел составляет 3 года, когда лицо должно было узнать, что имеется у потребителя задолженности.
Если срок исковой давности будет пропущен, то исковое заявление будет подлежать отказу. Это как одно из условий при рассмотрении дел в суде. Ну и в заключение нашей с вами беседы. Вот в случае, если должник согласен будет оплатить долг, но иск уже подан, возможно ли прекратить производство в суде? Да, конечно, это возможно. В данном случае стороны это у нас могут урегулировать данный вопрос заключением мирового соглашения. При заключении мирового соглашения будет вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением его. Но также хотелось бы напомнить, что многие думают, что вот мы мировое соглашение заключили, и все на этом. Мы можем как бы дальше об этом не думать и не платить. Но хочу обратить внимание телезрителей, что если вы заключили такое соглашение, то не надо откладывать его исполнение как бы на долгий ящик, поскольку в случае, если вы его не будете исполнять, то управляющая компания может обратиться в суд с ходатайством о принудительном его исполнении. Тогда указанное мировое соглашение будет направлено в службу судебных приставов. И тогда уже возможны все последствия исполнительного производства. Могут быть наложены аресты на счета, либо на имущество. Поэтому прошу не затягивать и в данном случае сразу же погашать вашу задолженность. Я думаю, наши телезрители примут ваши рекомендации к сведению и возьмут их за правило. Благодарю вас, Дарья Романовна, за очень содержательную беседу и спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашего интервью. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам. Берегите себя. До встречи. Дорогие жители республики, я цифровой помощник главы Республики Саха, Якутия. А это, если у вас есть вопросы, касающиеся ЖКХ, благоустройства домов, субсидий, здравоохранения, записи детей в школу и детский сад, а вы не знаете, куда обратиться, тогда звоните мне по номеру 51 00 00. Я помогу решить практически любую проблему, подскажу и отвечу на ваши вопросы. Я уже помогла решить множество проблем жителей нашей республики, попасть на прием к нужному специалисту, получить компенсацию за проезд, убрать мусор, сделать ремонт и многое другое. А также вы можете оставить обращение на сайте Якутия Клик. В разделе «Создать обращение» оставьте свой вопрос, а наши специалисты вам помогут. Решение проблемы в один клик. One Click Якутия. Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Встань на защиту своего Отечества, запишись в добровольцы. Я ветеран боевых действий, офицер запаса. И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами. Рак не случается вдруг. Следите за органами дыхания. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу. Также не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Это поможет своевременно обнаружить рак легкого. Выявление рака легкого на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями на коже. Опухоли кожи могут возникать в любом возрасте и выглядят очень по-разному. При любом из этих симптомов обратитесь к врачу и пройдите обследование. Выявление рака кожи и меланомы на ранней стадии гарантирует излечение 98% больных. Выбери жизнь. Исключи рак.
Рак не случается вдруг. Следите за работой желудка. При появлении этих симптомов обратитесь к врачу и сделайте фиброгастроскопию. Помните, что основной причиной рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. Излечение от этой инфекции снижает риск онкологического заболевания. Выбери жизнь. Исключи рак. Доброго времени суток, дорогие друзья. Телеканал Якутия-24 продолжает прямую трансляцию первого соревновательного дня турнира по мини-футболу, который стартовал у нас в рамках спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Продолжаем мы просмотр первого тура группового этапа данного турнира. И сейчас нас с вами ждет встреча между командами Северо-Восточного федерального университета и второй команды Усть-Алданского улуса. Пробежимся мы по составам играющих команд. Ну а для вас у микрофона в ходе этой встречи будем работать мы. Я Власий Сергеев, а также председатель Совета футбольного союза города Якутска, старший судья данного турнира Алексей Адамов. Добрый день. И начинается игра. У нас сборная Северо-Восточного федерального университета выступает в синей форме, в синих футболках. И, соответственно, в желтых джерси у нас играет вторая команда Усть-Алданского улуса. Ну и к составам играющих команд начнем, как и полагается, с гостей. В данном случае номинально гости у нас это Усть-Алдан. Хотя фактически они находятся, играют у себя. Да, итак, вратари Гаврил Портнягин, 19-й, 1-й Дмитрий Сыходский, 9-й номер Афанасий Домотов, 4-й Джулустан Петров, 11-й Артем Соловьев, 8-й Николай Федоров, 5-й Василий Федоров, 14-й Семен Афанасьев, 12-й Артур Румянцев, 7-й Дмитрий Румянцев, 17-й Владимир Жирков и 10-й номер капитан команды Айсен Бочкарев. Выступает данная команда под руководством тренера Степана Васильева. И сборная Северо-Восточного федерального университета в синей форме. 15-й Роман Сивцев, капитан команды. 2-й номер Денис Сивцев. 1-й Владислав Корякин. 30-й Альберт Цыпандин. 7-й Василий Захаров. 17-й Никита Рычков. 5-й Вадим Мохов. 12-й Архан Колесов. 11-й Роман Колодезников. 9-й номер Владислав Степанов. И 13-й номер Георгий Тимофеев. Главный тренер сборной университета Сергей Павлович Скрябин. И момент у ворот усть-алданцев. Уже второй момент создают ребята из университета. Вадим Мохов угрожал в данном случае воротам хозяев соревнований. Борьба за мяч. Ну и, конечно, на правах хозяйки турнира команда Усть-Алданского улуса имеет право заявить две команды. И, соответственно, мы сейчас смотрим... Ну и вторая команда тоже пробилась через квалификацию. Заслужила не просто как хозяйка, а своим трудом квоту, да, там, как в теннисе, там, не знаю, wildcard и так далее. Нет у нас вот
Действительно, через отборочный этап прошла данная команда, как и остальные 11 коллективов, которые выступают в финальной части на хоккейном корте в селе Барагонцы. Университет в атаке. Цепандин. И с носка пробивает Цепандин. Опасно ударил Альберт. Да. И, конечно же, мы не можем не говорить об успехах, да, университета. Может, кто не знает, наш университет, ну, можно смело сказать, что он находится в лидерах вообще по России. Вот, об этом говорят и многочисленные награды наших ребят вот, в рамках самого престижного турнира вот, среди вузов, да, вот проект мини-футбол вузы. Золотая лига играет. Да, в золотой лиге, там в самом сильном дивизионе. Ну и сколько у нас там ребята и серебро брали, и бронзу. Года 3-4 подряд они в призерах были. Правда, до золота не дошли. Да. Вот когда в этом году чуть-чуть менее удачно выступили. Но в этом сезоне, да. Будем считать, что это исключение, подтверждающее правило. И в следующий год опять будут в призерах. Да. Помимо этого, наш университет и становился вот, победителем турнира среди вот, ассоциации спортивных клубов университетов. Тогда вот Яник Сэмплэйщи выступал. За сборную стал лучшим бомбардиром данного турнира. Ну, в общем, наш университет, конечно, в числе лидеров. И бессменным рулевым, конечно же, является Сергей Павлович Скрябин, который на этом турнире возглавляет две команды, да, вот университет и плюс... первую команду Селданского, своего родного Улуса. Ну и было бы интересно, если бы сейчас играла первая команда против СВФУ, да? Но вполне возможно, мы увидим эту игру на более поздней стадии, в четвертьфинале или полуфинале. А возможно и в финале. Может быть и так, конечно. Это мы смотрим игру группы Б. У нас тут помимо этих команд Ленский район. Вот эти три команды будут разыгрывать путевки, но не квартета, данного трио. И удар. Опасный удар. Ну, из-под игроков, да, вылетал мяч в ближний угол, и Владислав Корякин справился. Не без труда, но справился. И еще один удар. Два раза бьющего разыграли у селданцы. Ну, я думаю, всем очень интересно, да, будет посмотреть на состав первой команды. Это, конечно же, Афоня Федоров, капитан команды, лидер команды. И самым интересным, конечно, персонажем будет Сергей Волошин, который выступал за «Зарю». Ну, также Джулус Пестряков. Да, Джулустан Пестряков, конечно же, тоже человек из высшей лиги. Ну, а Сергей Волошин у нас вообще вот выступает, выйдет на паркет в селе Барагонцы. Ух, смотрите, какой момент! И 1-0. Да. Пока мы тут вспоминали, воспользовались эффектом неожиданности, да, никто. Оставили одного Георгия Прудецкого. Говорили об одних звездах, но тут Прудецкий напомнил о себе. 1-0. Вперед выходит университет. Разыграли аут. Но это, конечно, упущение у селданских футболистов. Сразу второй момент сейчас может быть. Ну и Сергей Волошин у нас в этом сезоне в составе Липецкого ЛКС стал серебряным призером чемпионата России среди команд высшей лиги. Имел удовольствие вчера с Сергеем пообщаться. Спрашивал, медальку привез. Лично самому очень хотелось посмотреть, да, на серебряную медаль вышки. Ну, Сергей, конечно, отшутился, что нет. Хотя мог бы надеть медаль в качестве психологической атаки, да. Но тут, конечно, никто не будет пугаться, то, что людей из высшей лиги, конечно же, все будут бороться. Ну да, здесь достаточно много, и в нескольких командах по одному игроку с высшей лиги. В том же Мирнинском районе Геннадий Сергеев играет, выступавший за «Зарю» в этом сезоне. За сборную города Якутска Чекир Илья Чекир. Да. Ну и Никита Евтушенко, я полагаю. Никита Евтушенко, да, кстати, тоже за сборную города будет. И также за Ирайера играли два парня, Алмаз Аконосов и Покровщук Дмитрий. Ну вот сколько людей, да, из высшей лиги. Замегинцев, Айсен Савин на воротах тоже за «Зарю». Да. Бессменный вратарь. Играл. А Мегина Кангаласский Улус, если вы помните, дорогие друзья, на прошлых играх в МГ дошла до финала, где в упорной борьбе выступила столичная команда. Тогда, я помню, основное время завершилось 2-2. И в серии пенальти вот как раз-таки было противостояние двух вратарей, да, связанных с «Зарей». Это Никита Евтушенко защищал ворота Якутска, и Айсен Савин ворота мегинцев. Ну и тогда в этой дуэли
Никита вышел победителем, отразил 2 удара, как я помню. И причем решающий гол сам забил. И сам же забил. А он тогда еще и 10 метров же пробивал по ходу встречи, но тогда не смог он отличиться вот в десятке. Но Никита вообще имеет, да, навыки вот играть на поле. 5-го полевого. Да, он часто, и когда находится в городе Якутске, играет и в большой футбол в поле, и мини-футбол постоянно на тренировках выходит в поле. А я вот на соревнованиях школьных, да, вот как-то пару раз мы сходили с Никитой, и тогда он был полевым игроком. Вот это я помню отчетливо. Рослый парень. Ну и с ударом был. Ладно, вернемся к этой встрече. У нас подопечные Сергея Павловича Скрябина продолжают лидировать в этой встрече. Ну и надеемся, что университет в следующем сезоне, да, выступит успешнее. Понятное дело, идет пересменка. Вот поколение как раз. Но сейчас хорошее поколение. Сейчас вот Никита Рычков, Альберт Цепандин, Мохов Вадим, да. Ну, в принципе, эти ребята уже в обойме приличное время. И Никита Рычков вообще в основном составе «Зари» играл достаточно большое количество игрового времени в этом году получал. То есть и набрались определенного опыта и молодые ребята, тот же Цепандин, тот же Мохов, тот же Рома Сивцев. Поэтому, ну, один из претендентов на победу в играх народов сейчас сыграет на площадке. Да, безусловно, в число фаворитов турнира сборная университета, конечно же, входит. Ну и пока с мячом усть-алданцы. Попытка пробить. Да, что-то не слышно болельщиков. Да, может быть, счет как-то их чуть-чуть смутил. Смущает, да? Но тут, да, приличное количество людей собралось. За оленек как-то активнее болели. Да, за оленек всегда активно болеют. Они и песни поют, и бутылками. Да. Может, кстати, зажигательной смесью, хотел сказать. Нет, бутылками с камушками. Да. С камушками трясут. Очень большой шум создают. Ну и вот тут, конечно, да, вот проблема с пылью. Перед этой встречей же мы протерли, да, вот паркет. Да, перед каждой встречей. Перед каждой встречей влажная уборка. Ну и периодически тут у нас муниципальные службы проезжают по соседней дороге. Увлажняют дорогу, чтобы пыли было меньше. Контратака усть-алданской команды. Выход 1 на 1 практически. Да, 1 на 1. Прозевали студенты этот момент, и могло обернуться тем, что... Это Владимир Жирков, 17 номер. Мог сравнивать счет. Но на сей раз обошлось. Хорошо комбинируют студенты. И смотрите, как вернули обратно. Василий Захаров щечкой хотел пробить. Но на встречных курсах у нас идет игра. И аут зарабатывает Семен Афанасьев. Он же будет вводить мяч в игру. Кстати, хотелось бы отметить, что на этом турнире у нас задействованы приглашенные судьи. Алексей. Вот как раз эту игру судят, да, как раз приглашенные арбитры с Москвы. Дмитрий Середа и Васиф Мамедов обслуживают. Дмитрий Середа вот ближе к нам находится, на дальней бровке Васиф. Они обслуживали игры высшей лиги в этом году. Достаточно часто привлекались там практически в каждом туре. Получали назначение, то есть им и Ассоциация мини-футбола России доверяет. И, соответственно, организаторы наших игр доверили им такое право. Ну, это, получается, судьи Ассоциации мини-футбола России. Да, да. Вот, поэтому судейство вопросов не должно возникать. Ну и огромный плюс, что они являются независимыми для команд. Да, абсолютно нейтральные. Абсолютно нейтральными. Да, потому что, конечно же, в любых соревнованиях, как и в любых других соревнованиях командных, да, иногда вот идут разговоры о том, что вот так-сяк. Да. Но на сей раз поводов не будет, чтобы... Кто-то чей-то друг, кто-то кого-то знает. Хороший момент. Да, и болельщики сразу активизировались. Семен Афанасьев на всех парах, да, вот мчался штрафной соперников, но студенты отвели угрозу. Мяч по-прежнему у усть-алданцев. Прострел вдоль ворот, но там из сокомандников никого не оказалось. Сразу 3 студента. Штрафной. Попытка пробить. Никита Федоров
Ну, в принципе, так достаточно мячом часто владеют учнялданцы. Вторая команда. Ну вот и болельщики проснулись. Да. Я барабаны слышу. Поняли, что от них многое зависит, да, что будут, как говорят в большом футболе, 12-м игроком, здесь, можно сказать, 6-м игроком. 6-м. Флаги развиваются у Улуса на трибунах. Мне кажется, вот просто они с других соревнований, кажется, вот пришли. Может, параллельно сейчас волейбольная команда играла у Усть-Алданска, и по завершении встречи, видимо, пришли на хоккейный корт. А вот и флаг. Конечно же, главный атрибут, да, вот любого болельщика. Поболеть за родной Улус на таких масштабных соревнованиях, на таком замечательном празднике спорта. Конечно, и какие эмоции дарят спортсмены, когда команда побеждает. Безусловно. Студенты вводят мяч в игру. Отыграли больше половины уже. Напомню, что 23 минуты у нас идут грязного времени, и заключительные 2 минуты в каждом тайме уже в чистом виде идет со всеми вот остановками. Очень надеемся, что дождей не будет. Ну, да. В случае... это будет большой проблемой для проведения игр. Ну, если начнется дожди, да, что мы будем делать? Будем ждать. Ну, по возможности, да, переносить игры, откладывать, играть в вечернее время, там, не знаю, возможно, в ночное время. Сейчас, благо, белые ночи. Да, остается надеяться на лучшее. Ну, все-таки надеемся, что не будет. Тут, что погода не помешает провести. Кстати, на этом турнире многое же решает и жеребьевка, да, потому что, я думаю, каждая команда хочет попасть на вечернее время, чтобы не играть, да, вот сильную жару. Ну, сейчас жара, она и вечером, и в 5-6 вечера, когда игры будут, вряд ли будет прохладнее. Не, ну, не говорю о прохладе, но если солнце на пике, например, не знаю, но сейчас хотя бы вот ветрено, да, есть, чувствуется ветерок. Но это, конечно, тоже дополнительная проблема для игроков. Играть в жару, конечно же, очень тяжело. Ну да, и хорошо еще, что мы находимся на берегу живописного озера, хоть какая-то влага идет с озера. Так, у нас по фолам 2 нарушения правил у второй команды Усть-Алданского Улуса. Студенты пока не фолили. Ну, вот тут. В мяч сыграл. Да, ну и потом защитник. просто вот стык. После уже действия. Это, конечно, не карается. Момент неприятный, но мини-футбол — контактный вид спорта. Ну да, и сцепление все-таки этого паркета, вот, когда он находится на улице, чуть другое, чем в зале. Поэтому команды еще привыкают. Как им, когда разогнаться, когда остановиться, тоже. Идет вот калибровка, да? Да. Я думаю, уже с завтрашнего, послезавтрашнего дня уже команды приноровятся к покрытию и будут более качественно играть. И вновь очередная контратака второй команды Усть-Алданского Улуса. Первым темпом уже не получится. Посмотрим, что из позиционки получится. Удар такой. Выше ворот. Нас завтра, да, ждет очень интересная игра. Да, завтра в 12:00 у нас заречное дерби. Усть-Алданский Улус играет, первая команда Усть-Алданского Улуса играет с мегинцами. Вот это будет, конечно, очень интересная встреча. Да, и ожидается много болельщиков со стороны обоих команд. Но это, безусловно, центральная встреча завтрашнего игрового дня. Да, возможно, и всей групповой стадии. Скрытый финал можно... Ну, такие можно вот, прилагательно использовать с уверенностью. Это завтра в 12 стартует данная игра. Мы обязательно, конечно же, покажем в прямом эфире на телеканале Якутия-24. Фол. И на YouTube-канале также. Так, у нас это третий фол у усть-алданцев. Но остается играть у нас чуть больше 8 минут. Так, и Никита Рычков. Минутный перерыв взяли. Да, взяли. Интересно, вот Сергей Павлович взял, да? Сергей Павлович. Ну, сейчас заготовки будут какие-то, наверное, применять.
Сейчас Сергей Павлович даст установки. Ну и университет, продолжая разговор об университете, да, это, конечно же, фарм команда для Зари. Уже сколько ребят вот поставили, да, вот. Да, уже столичную команду. Несколько поколений. игроков играло, да. И сколько до этого играло. А сколько училось игроков, да, Зари, которые пришли, наоборот, из Зари в университет в прошлые годы. Закончили, получили образование. Да, конечно, Северо-Восточный федеральный университет занимает такое важное место в жизни якутского мини-футбола. И бессменный тренер Сергей Скрябин сейчас дал установки. И сейчас, да, Никита Рычков возле мяча. Очень... У него мощный удар. Мы знаем, сколько он за Зарю 10-метровых забил. Мне кажется, больше всех в лиге. Не смотрим. Разыграли, с ударом не получилось. Со второй попытки есть удар. Мяч по-прежнему у студентов. Решил проводить, да? В данном случае игрок мяч до аута. Опасно получилось. Никита Рычков пойдет в обыгрыш. Отыгрывает на своего партнера. И удар. Почему бы нет? Опасно. Да. Ну и Никита Рычков же выступал еще и за ЛКС также. Позапрошлом сезоне. Да, позапрошлом сезоне. И Никита Евтушенко, Никита Рычков. Ну, Яник еще тоже бегал за эту команду тогда. Очень интересный коллектив. Правда, в том сезоне очень обидно же из плей-офф вылетели. Они регулярку взяли, золото регулярки взяли, и в первом же раунде от Ростова вылетели. А получается, если они вышли на Ростов, то Ростов же 8-е место, да, в том дивизионе, да? А Ростов дошел до полуфинала в конечном итоге в том сезоне. Ух, тут какая борьба за мяч идет. Звучит свисток. У солданцев уже 4-й фол набирают. Но зато ЛКС в этом сезоне хорошо себя проявил. Серебро. Это, безусловно, очень хороший результат. И вновь Никита Рычков у мяча. Передача. Но не допоняли друг друга. Да, в темп не попали. Перехитрил и себя, и партнеров. Мячом владеет усть-алданцы. Николай Федоров не решился идти в обыгрыш. Передача проникающая. Так, ну неужели мяч в поле сохранили? Не зафиксировал вратарь. Так, продолжается атака. И тут хороший отбор. Как самоотверженно бросаются, да? В подкате игроки у Солдана. Не первый раз вот уже так стелятся. Мяч контролируют студенты. Хорошо держит мяч подопечный Сергея Павловича Скрябина. Смена у нас произошла. Георгий Тимофеев появился на площадке. Да, видно, что владеют преимуществом территориальным все-таки студенты. Ну, потому что действительно команда ЗФУ — это в первую очередь хорошая школа. Что-то прям серьезные тренировки, ну, на постоянной основе. Да, и ежедневно они занимаются. Да. В течение рабочих дней. Выходные игры, как правило, какие-то проходят или соревнования. То есть они всегда в боевом тонусе, можно сказать. Ну и стандартное положение. Первый фол у команды СВФУ. Удар следует. Но удар не самый опасный получился у Семена Афанасьева. Посмотрим, что может предложить команда университета. Славный проход не получился. Сразу борьба, и в контратаку можно
побежать, но нет. Да, шанс у Селдана в контратаках. Потому что позиционно переиграть студентов быстрых тут, да. ребят, да, студентов, которые все накрывают, очень тяжело. Я думаю, да, действительно, любой команде будет очень тяжело играть с университетом, потому что действительно это молодые ребята с хорошей школой, которые постоянно в тонусе. И вот в отборе вновь хорошо действуют у селданцы. Посмотрим, чем это закончится. Успели вернуться студенты. Да, все накрывают, все перекрывают. Мяч практически до вратаря не доходит. Владимир Жирков будет мяч вводить в игру. И Дмитрий Румянцев, по всей видимости, сейчас попробует бьющего сыграть. С левой ноги заряжает. На месте Владислав Корякин. В дальний угол точно шел мяч. Очень живописный у нас вид, фон, если вот я говорю про общую картинку, да, общий план. Действительно, мини-футбол на свежем воздухе, на открытом воздухе — это экзотика. Обычно привычный фон — это трибуны, а у нас вот такой вот прекрасный вид. Красоты Усть-Алданского улуса. Семен Афанасьев у мяча. В сторону ворот, но это и удар, и пас. На отклик партнеров надеялся игрок. И нет, от ворот. Нет, от ворот выводит мяч. Ну что, мы одно взятие ворот видели в первой 25 минутке. Чуть больше 2 минут остается до конца первого тайма. И сразу втроем, да? Как быстро они возвращаются назад. Ну туда передача была не самая лучшая, и да, сразу втроем вот моментально вернулись. Да, исправляют ошибку одного из партнеров, сразу 3 человека. Ну и высоко встречает университет своих соперников. Красиво, технично. Это Никита Рычков, да? Выразил свое недовольство. До сих пор выражает недовольство, машет руками. Ну вот Никита с мячом. Скоро перерыв, будет возможность обсудить им в команде. Ну, Никита может пойти в обыгрыш. С левой ноги решил зарядить. Борьба за мяч, и тут выход 1 на 1. Ух, самый последний момент. Роман Сивцев нейтрализовал угрозу. Угловой. Семен Афанасьев делает прострел вдоль ворот и доходит. Хотел сказать, не дойдет, но все-таки дело дошло до удара, и 1-1. После серии отскоков рикошетов 14 номер. Семен Афанасьев сравнивает счет в этой встрече, и я думаю, вы прекрасно ощущаете через интершум атмосферу. На радость собравшейся публики. Конечно же, тут болельщиков у селданской команды очень много. И давай, конечно же, не с первой попытки, да, удалось вот нанести результативный удар. Своих сокомандников сориентировался. Оказался самым расторопным. Но тут сразу же второй момент. На эмоциях пошли вперед. Как много зависит, да, в спортивных играх эмоции. Мы прижали к воротам студентов. У селданца еще удар. Мимо ворот. Но это было очень-очень опасно. Так, и у нас, да, последняя минута идет. Заброс вперед. В верховой борьбе оказались сильнее усталданцы. Один-один. Равновесие в счете. И порядка 20 секунд остается играть в первом тайме.
Ну, достаточно сложно ребятам играть под открытым солнцем. Мини-футбол такой энергозатратный вид спорта. Да. И когда игроки выходят на площадку, они практически всегда в движении, поэтому еще и тут под палящим солнцем. Да, вот ранее говорили о том, что идет у футболистов калибровка, да, вот к покрытию, то, что вот иные условия. И, конечно, в этом плане тоже у них... К обстановке, к ветру. Они привыкли играть в зале, да? Где там нету ветра, а здесь какие-то поправки надо и сюда вносить. Вот распределение энергии, конечно же, тоже надо учитывать при такой жаре. За 7 секунд берут минутный перерыв у солданцев. Ну, хозяева соревнований действительно вот выполнили, да, план перед самым концом тайма, то, что действительно удалось все-таки сравнять счет перед тем, как уйти на перерыв. Ну, сейчас надеются за 7 секунд какую-то комбинацию разыграть. По всей видимости. Тем более мяч находится на половине поля университета. Ну, на этот случай, я думаю, у каждой команды есть какие-то заготовки определенные. Посмотрим, что имеется в арсенале у второй команды у Солданского улуса. Да, ребята рассказывают, что они практически полноценные сборы прошли, готовились к этому турниру, поэтому явно наигрывали какие-то комбинации атакующие. Со штрафных, с аутов. Итак, звучит свисток. Судья приглашает футболистов на исходные позиции. Сейчас мяч на половине поля университета. Ну и посмотрим. Ну тут просто в бьющего разыграли. Да, самая простая комбинация из тех, которые могут быть. Ждали мы чего-то такого интересного. Дальний удар. Ну, это ввиду того, что, конечно же, время заканчивается. 2 секунды. И все. Звучит свисток. 1-1. Таков итог первого тайма. Очень интересное действие нам предложили команды в первой 25 минутке. И мы можем с уверенностью сказать, что второй тайм будет еще интереснее. Футболисты отправляются отдыхать. Увидимся с вами во втором тайме.
Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Стань на защиту своего Отечества, запишись в добровольцы. Я ветеран боевых действий, офицер запаса. И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами. На телеканале Якутия-24 продолжается прямая трансляция первого соревновательного дня турнира по мини-футболу в рамках спортивных игр народов республики. И университет выходит вперед в самом начале Никита Рычков второго тайма. Отличился, 17 номер. Никита Рычков прервал нас, да? Сейчас на повторе мы еще раз насладимся этим результативным действием. Но Никита Рычков неоднократно угрожал воротам у солданцев в первом тайме и вот на свой гол наиграл. И со счетом 2-1 сейчас впереди студенты. Ответ у солданцев. Ну и на старте тайма давайте пробежимся по составам играющих команд. Номинально у нас сегодня гости — это вторая команда Усть-Алданского улуса. Ребята играют в желтых футболках. И вратари: Гаврил Портнягин, 19-й, 1-й Дмитрий Сухотский, 9-й Афанасий Домотов, 4-й Джулус Петров, 11-й Артем Соловьев, 8-й Николай Федоров, 5-й Василий Федоров, 14-й Семен Афанасьев, 12-й Артур Румянцев, 7-й Дмитрий Румянцев, 17-й Владимир Жирков и 10-й номер капитан команды Айсен Бочкарев, главный тренер коллектива Степан Васильев. Повреждение тем временем получает. Кто у нас там на паркете? Никита. Да, Никита Рычков. И понадобится, видимо, помощь медицинского персонала. Нужна заморозка. Ну и, пользуясь заминкой, давайте пробежимся по составу сборной Северо-Восточного федерального университета. 15-й номер капитан команды Роман Сивцев, стражи ворот Денис Сивцев, 2-й и 1-й номер Владислав Корякин. Он нас играл в первом тайме, и сейчас он тоже на паркете. 30-й Альберт Цыпандин, 7-й Василий Захаров, 17-й Никита Рычков, 5-й Вадим Мохов, 12-й Архан Колесов, 11-й Роман Колодезников, 9-й номер Владислав Степанов и 13-й номер Георгий Тимофеев, главный тренер команды Сергей Скрябин. Для вас у микрофонов по-прежнему работаем мы. Я Власий Сергеев, а также председатель Совета футбольного союза города Якутска и старший судья турнира по мини-футболу Алексей Адамов. Продолжаем наслаждаться мини-футболом на открытом воздухе. Нынче очень интересный формат. Ну что, во втором тайме команда предложит более высокий темп? Ну, я думаю, университет сейчас физически должен прибавить. Усть-Алдан подсядет. Да, в плане физики должны прибавить. Наращивать темпы. Но они с первых минут и побежали вперед. И что принесло плоды, да, сразу. Крайне неприятно, конечно же, в самом начале второго тайма получать мяч в свои ворота. То есть это был уже определенный геймплан, и как бы все уже надо реагировать на ситуацию уже совсем иначе. То есть уже придумывать какие-то другие. Ну, усть-алданцы также стоят в обороне и ищут шансы на контратаках. Ждут своего момента. Да. Выжидающая такая тактика. Но это понятно, потому что мы как раз вот говорили о том, что сборная СФУ — это хорошая школа. Это прекрасная физическая форма.
Ну и, конечно, возраст. Ребята молодые. Таких перебежать, ну, в таких условиях, тем более, да, погодных, это, конечно, сверхтяжелая задача. Я думаю, никто не рискнет пытаться перебежать. Ух, какой гол! Да. Вы это видели, дорогие друзья? Николай Федоров. Да. Как вам такое, дорогие друзья? Я думаю, это, конечно же, попадет во все хайлайты. Точно турнира по мини-футболу, да и вообще в целом хайлайта всего первого соревновательного дня спортивных игр народов. Это как оживел? Безусловно, лучший гол. Пока что да, точно. Нет, возможно, и до конца турнира это будет лучший гол. Ну вот, давайте смотреть. Дождались своего шанса. Не стал ничего изобретать, ударил. Сколько? Метров 12 до ворот было. И в самый угол. Да, и от перекладины. Олимпийский гол. Получите, распишитесь. Кто заказывал 9, а вот вам 9. Прекрасное взятие ворот, конечно. И вновь у нас ничейный счет на табло. По 2 мяча забили команды. И, конечно, такие голы даже за счет 2. Да, когда играют во дворе, говорят, да. Головой за 2, там еще что-то. Но этот гол точно по такому принципу можно оценивать, не как за 1. Очень заряженная, да, команда, вот вторая команда Усть-Алданского Улуса, вот когда даже просто организовывают атаку опасную, очень заметно оживляются вот, по движению всех игроков. Сейчас тоже на кураже они могут что-то, да, они этим самым придумать. Нивелируют маленько, что где-то они проигрывают в физике, в мастерстве, возможно, университету за счет желания. Да, и сейчас университету, конечно, надо как-то попробовать пошире играть, мяч держать, чтобы как раз вот эта эйфория, да, прошла. А можно вообще минутный перерыв взять? Да, вряд ли Сергей Павлович сейчас, когда остается там, сколько там, 18 минут с небольшим до конца. Но Василий Захаров тут очень жестко сыграл, что не осталось без внимания арбитра. Но я к тому, что вот частенько берут минутный перерыв для того, чтобы сбавить темп соперника. Ну, конечно, да, в начале второго тайма, тем более такой опытный тренер, как Сергей Павлович Скрябин, да, брать не будет. Когда будет какой-нибудь там или штрафной там вблизи ворот у Сялдана. Так, интересно, как сейчас у Сергея Павловича разрывается сердце, да? Вроде как он тренер университета, играет против, можно сказать, своей родной команды. Нет, это уже после свистка. Да. После свистка был удар. Это взятие ворот не будет засчитано, о чем сигнализирует судья. Время остановили. Медицинская пауза. Да, помощь требуется. Так, там какие-то проблемы у Вадима Мохова возникли. Надеемся, что обойдется заморозкой обычной. Да, вообще надеемся, что чтобы не было травм на этом турнире, чтобы все ребята были здоровы. Асен, нет, конечно же, не Асен, это вынос неточным получился. Никто не откликнулся на эту передачу. Но тут, да, чувствуется то, что напряжение, да, нарастает. Да, и смотрите, у сялданцы-то не отсиживаются в обороне. Идут вперед, почувствовали вкус крови, да, запах. Ну тут, да, жесткие стыки, но студенты тоже сразу отвечают. Так, звучит свисток, профилактическую беседу надо провести с игроками. Отошли на положенные 5 метров. Это, конечно, да, всегда интересно наблюдать тем, как вот обе команды заводятся, но хотелось бы, да, чтобы без, ну, все было в рамках правил. И, конечно, да, это эмоции. В игре всегда присутствуют эмоции. Главное, чтобы не было грубости. И пробить можно. Есть удар, плотный удар получился. Да, Александр Бочкарев. Это тоже, может быть, домашняя заготовочка.
В аналогичной ситуации, я помню, Яник сам плей в составе Зари забивал Алмаз Алроси, когда в Дасуне играли. А сколько таких мячей Солдатенков и Леонид забил за Зарю? Ну, это тоже один из классических вариантов розыгрыша. Отводят угрозу студенты. А Яник Самплей сейчас вообще до Суперлиги же дошел, да? Он играет в Торпедо Нижний Новгород, да, за Суперлигу. Ну, и матчи проводим сейчас с 3 мячами. По одному мячами за воротами сразу подают. Сейчас вот как бы... И гол! Да, ну, да. как вот разбирается все-таки здорово, да, Никита Рычков. Да. Со стороны вот кажется играющий, очень легко. А это, говорят, конечно, мастерство. говорят, от одного человека ничего не зависит. Вот мы видим, что зависит. Да, получил мяч, протащил его и, конечно, классно пробил и вновь выводит вперед студентов Никита Рычков. Хотя только что, да, моменты были у ворот университета. Да. 2 точных удара уже на счету Никиты. Выходит лучший бомбардир турнира. Да. Вновь звучит свисток. Что у нас по фолам? Ну, как я понимаю, у сталданской команды это уже 2-е нарушение правил будет. Нет, это университет нарушил правила. А, наоборот. Так, тогда... Ну, пока у нас отобло по 1 нарушению правил. И обидно, конечно. Вот тут подскользнулся. Это Георгий Тимофеев. На самом деле он вроде бы тоже в темп бежал, да, и просто подскользнулся. Надо было притормозить. Но это вот. не так просто. Вот это как раз и есть, что надо привыкать к покрытию, вовремя притормозить. Да. Заранее, может быть, там за полмгновения тормозной что-то путь подумать. рассчитать, да? Вот раньше же были вот хитрости, да, такие лайфхаки футболистов, когда вот одну банку колы разливают возле скамейки. Ну, они и сейчас так делают. И... Ну, тут даже кола, наверное, не сильно поможет, да? Чтобы более высокую сцепление рассчитать. Так, у нас тут по нарушениям. Фол университету дают. Это уже какой? Это уже 3-й фол. Нарастает напряжение. Ну, тут, да, такое прям жесткое столкновение было. Игрок у сталданской команды прилично так шлепнулся. Так, против Джилуса Петрова правила нарушали. Но тут болельщики требовали, видимо, 6-метровый удар, да? Ну, или желтую карточку. Но вне пределов штрафной столкновение было. И посмотрим, как воспользуются этим стандартным положением хозяева соревнований. Смотрим. И также, как предыдущий угловой, уже второй раз мы видим, как Айсена Бочкарева выводит на эту позицию, на удар. Ну, видимо, с лету Айсен пробивает лучше всех в своей команде. Чем пытается Усть-Алданцы, конечно, пользоваться каждый раз. Вот тут, конечно, неудобно было. Стражу ворот Усть-Алданской команды. До последнего не было понятно, будет играть игрок на этом мяче или нет. Все-таки дали желтую карточку, мы не заметили. 13-й номер получил желтую карточку. Георгий Тимофеев. Да, за грубую игру. Горчичник. Первый горчичник в этой игре. И на турнире да, и вообще в целом. Ну, я напомню, что здесь за 2 карточки, полученные в разных матчах, игрок пропускает очередную игру. Так как турнир скоротечный, игр немного, поэтому Георгию Тимофееву надо быть поаккуратнее. И не только в этой игре, да, и в следующих. Никита Рычков с мячом. Мохов тут практически против 2 играл. Быстренько вводит мяч в игру. На всякий случай. Простреливал вдоль ворот. Да, и Портнягин покинул свои владения. Не получилось тут разыграть комбинацию. Сейчас усть-алданцы побегут в контратаку. Так, что касается времени.
чуть больше 11 минут остается играть. И мяч покидает пределы поля игровой площадки. И удар есть. И 3-3. 3-3. 14 номер. Семен Афанасьев. Тут тоже второй Дубль. мяч, да? Да, дубль Семена Афанасьева. Ну, казалось бы, что ничто не предвещало. Да, вроде беды. спокойно Да? университет спокойно вышел вперед, владел преимуществом. Ну, как бы тут в этой игре сегодня, да, кто владеет преимуществом, тот получает свои ворота Да. мяч. Только перехватывает инициативу у селданцы, как получают свои ворота. Сейчас университет забил гол Да. вроде бы, перехватил инициативу. Ну и вот, казалось бы, да, ничего необычного, просто передача с аута, самая стандартная ситуация. И Да. Отыгрался с соперником. Да? Семен Афанасьев получает мяч и на противоход вот Владислава Корякина пробивает. Ну, 3-3. Нет, тут передача, конечно, сильная получилась. Тут хочешь не хочешь, за такими мячами не поспеешь. Если ты не Усейн Болт. Время еще есть для того, чтобы вырвать победу. По регламенту на групповой стадии никаких дополнительных времени, ни серии пенальти нет. Да, фиксируется ничья, значит Да, ничья. ничья по 1 очку команды получают и идут дальше. Здорово тут разыграли студенты. Правда, последнее действие не получилось. Кстати, в составе СДФУ прошла замена вратаря. Вместо Владислава Корякина появился Денис Сивцев. То есть Сергей Павлович недоволен, да, действиями Корякина в пропущенных мячах? Ну и, может быть, просто Может, чтобы Сергей дать Павлович игровую практику. оберегает просто Корякина от того, что почувствовал, что, может быть, он уже несколько нестабилен в психологическом плане. И просто, чтобы уберечь парня от как бы сильных нагрузок. Но ротация же в мини-футболе — это вещь абсолютно нормальная, ротация вратарей. Ну, да. Как в ЛКС, например, вот Никита Евтушенко время делит с Леоном Гейджо, да? Тоже так же. Некоторые игры играет один. И по ходу матча замены это не обязательно вот то, что... Да, возможно, это плановая замена. Да, вполне может быть. Ну, это как раз на ваших телеэкранах только что был Денис Сивцев. Интересная, необычная форма у вратарей СФУ. Белая. Редко бывает у вратарей белая форма. Чуть больше 8 минут остается играть, и у нас 3-3. Такая по-настоящему боевая ничья пока что у нас на площадке. Разводит руками Василий Захаров. Несколько остался он недоволен передвижением своих партнеров. Владислав Степанов пойдет в обыгрыш, и получается, в принципе, неплохо. Но Дмитрий Румянцев своевременно вернулся и мяч выбил. Угловой. И с набегания Рычков тут пробивал с левой ноги. Еще один удар. Прямо вратаря по центру ворот. Но интересный момент тут, конечно же, на самом-то деле игрок у солдатской команды, по сути, толкал соперника. Дмитрий Румянцев. Но делал это так, чтобы это никто не заметил. Да. Ну вот, надеются, да, вот солдатские футболисты на вот эти вот забросы. Частенько не применяют этот прием. И вот Дмитрий Румянцев и другие игроки атакующей линии ведут борьбу верховую. И удар. Ну, Никита Рычков. да, что предыдущая попытка, что это как-то слабенько получается у Никиты. На самом-то деле Никита, если надо, пробьет, будь здоров. Аут. Вадим Мохов и Никита Рычков разыгрывают этот аут. И по центру. Обратно. Мохов на Рычкова.
В обыгрыш идет Никита Рычков и прострел. Блокируется. Приличное количество времени уже владеет мячом студенты. Атака за атакой. Ну и мы видим, что достаточно хорошо подготовились солданцы, и физически они не проигрывают. Накрывают мячи, бегут вперед. Своевременно свои владения покинул Денис Сивцев и подстраховал своих сокомандников. Ну, вратарь, конечно, должен такие набросы читать, видеть и при необходимости выбегать, действовать. С чем пока что очень хорошо справляется Денис Сивцев. Мохов. Борьба за мяч. Василий Федоров хорошо отборолся. Но мяч для своей команды ему сохранить не удалось. Роман Сивцев. Ищет варианты продолжения данной атаки. Ну, на носках, на носочках встречают Романа, и пришлось нарушить правила. Не прав в этой ситуации Афанасий Домотов на ваших телеэкранах. Как раз он. И опасное стандартное положение в университете. Вот, возможно, сейчас Сергей Павлович минутный перерыв возьмет. Ну, пока такого сигнала мы не получили. Так, ну, в университете бившие ребята есть. В данном случае сейчас Роман Сивцев. Разбег для удара. Нет, не поняли друг друга. Показал всем своим видом Роман, что будет бить. Приличный разбег взял. И передачу сделал, но никто не откликнулся. Так, меньше 5 минут остается тем временем играть. Напомним, что последние 2 минуты у нас идут в чистом формате. И вот сейчас удар Мохов еще раз попробует, но второй удар не получился. Вадим Мохов дважды пытался вывести свою команду вперед. Угловой. И сразу в контратаку. Это 1 на 1. И спасает Сивца. Второй удар. И вновь хорошо в игру вступает Денис. Вот уже это получается Сергей Павлович, да? Как угадал с заменой. Да. Дважды вступил в игру, и дважды это же ближняя дуэль. Выручил команду. Да, и просто удивительно, как студенты проспали вот такую контратаку. Заброс за забросом. И удар. Не с первой попытки, но все же Денис фиксирует мяч. Солдан скандирует трибуны. И удар есть, но также есть и блок. Василий Федоров блокировал удар. Смена проходит в составе команды университета. И аут. Что касается времени, 2 минуты и 40 секунд. Остается играть в этой встрече. Никита Рычков вводит мяч в игру. Ну вот ошибка, и сейчас снова 1 на 1 можно выбежать. Есть падение, нет свистка. Ну, мне тоже показалось, что в рамках правил все было. Догнал Василий Захаров, да, нападающего у Селдана. И угловой у ворот университета. Какие наработки имеются? Давайте посмотрим. Нет, все простенько решили сделать. Но как же все-таки действуют, да, у селданцы в отборе, в прессинге, вернее. Так, посмотрим, что тут. Нет, ничего такого интересного не стали придумывать. Так, ну это уже откровенная грубость, карточка, и будет карточка. Конечно. 5-й номер. Василий Федоров
Ну, знал, на что шел, действительно. Да, это тактический фол. Конечно. Да, Мушлина просто толкнул соперника в спину и получил заслуженную карточку. Минута 53 секунды, а время уже идет чисто до конца встречи. Вот сейчас минутный перерыв взял Сергей Павлович. Начинается активная фаза работы тренеров, да? Ну, я думаю, и Степан Васильев тоже во время минутного перерыва время терять не будет. Конечно. Сейчас с обеих сторон будет идти вот мы видим работа. Солданцев на экране. Предупреждение получил игрок под номером ребят, 5. говорит, все хорошо, все по плану. Федоров Василий. Ну, интересная ситуация сейчас. Очень интересная концовка нас с вами ждет. 2 минуты чистого времени, ничья. Сейчас, конечно, может случиться все что угодно. Ну, судя по игре Усть-Солдана, да? Усть-Солдан может взорваться, выбежать на контратаку. Команда загадка. Ну и посмотрим, что предложит университет. Вот мы видим трибуны. Все забитые, все полные. На играх, которые будут 1/4 финал, полуфинала, тут, возможно, будет вообще аншлаг. И люди будут и за кортом наблюдать за играми. Да, полностью солидарен. Думаю, что на стадии плей-офф, конечно, тут много народу будет. Но я думаю, завтра, вот, когда Мегина Хангаласский и Солданский, вот там-то точно аншлаг будет приличный, да? Репетиция решающих игр. И причем тут я уверен, что очень много и болельщиков с Мегина Хангаласского улуса, потому что тут близко. Поддержать свою команду, принять участие вот в таком спортивном форуме, стать участником праздника спорта, конечно, я думаю, желающих очень-очень много. Итак, у мяча Вадим Мохов. Видимо, на дальнюю штангу делал передачу. Вряд ли это они обсуждали в минутном перерыве. Вадим вводит мяч в игру. Роман Колодезников появился на площадке. Ну, у себя встречают усть-солданцы студентов. И суммарно интересно было бы посчитать, сколько же всего блокированных действий в этой встрече. Заброс Никиты Рычкова не получился. А тут Роман Сивцев первым на мяче будет. Потеря. Но тут уже не первым темпом будет позиционная атака, попытка позиционной атаки. Есть удар, да, но не в створ. В принципе, если бы шло в створ, то это было бы очень опасно. Что интересно, вот Денис Сивцев, да, отмечали, то, что очень интересная форма. Без налокотников играет. Видимо, некомфортно, да, ему в налокотниках. Ну да, каждый вратарь по-своему чувствует. Да. Но наколенники имеются. Как ему удобнее. Так, что касается времени, минута и 3 секунды. Ну вот эти забросы пошли. И пробить. Есть удар. Плотно приложился Николай Федоров. Да, у него уже есть результативное действие в этом матче. Последние минуты у селданцев даже больше ударов и моментов. Меньше минуты остается. Передача. И вратарь выручает. И контратака. Так, Денис тут не выбежал навстречу. Штанга! Вот я ожидал, что вот когда камера поворачивалась, да, в ту сторону, перспективу в ту сторону делал, я думал, когда же Денис Сивцев появится. Он решил не выходить, да? Да, решил так. Ну тоже правильно. Раз гол не забили, значит, он все сделал правильно. Вот чисто если оценивать вратарскую работу, то тут, конечно же, вратарь будет первым на мяче. Решил не выходить, значит, не выходи. Либо же наоборот, решил выходить, то уже выходи до конца.
16 секунд. 16 секунд. Напряженная концовка. Все интересное только начинается. Цепандин. В обыгрыш против двоих пошел. 8 секунд. Этого времени хватит для взятия ворот. История мини-футбола знает множество примеров. И есть удар. Да, чуть не перехватили мяч, а так бы это выход был бы 1 на 1. 6 секунд. Ну что, будут пытаться в бьющего сыграть сейчас? Мохов с Сивцевым что-то тут обсудили. Быстренько. Мохов на Сивцева. Сивцев обратно. И прострел вдоль ворот. Вот такой момент обсудили ребята. И зарабатывает угловой Мохов. 2 секунды. 2 секунды. Это только, да, или катить и сразу бить, да. или просто простреливать в сторону ворот, чтобы какой-то рикошет или что-то залетело. И удар есть. Так, ну и тут со свистком, да, было добивание. Да, и рука еще была у игрока университета. Но это не принципиально, потому что это всего лишь там 4-й фол. Да. И 3-3, боевая ничья в этой встрече. Благодарим команды за это яркое действие в 2 актах, да, которые они нам предложили. Действительно очень интересная игра, которая завершилась, ну, можно сказать, да, действительно логичной ничьей. Боевая ничья 3-3. Команды делят очки. Ну и сейчас вашему вниманию режиссер телетрансляции предложит хайлайт данной встречи. Ну а мы с вами попрощаемся до следующей игры. Дорогие друзья, проанонсируем. Следующая игра у нас начинается ровно в 15:00. На этой же площадке встретятся команды группы С. Первый тур. Это Мегино-Кангаласский улус и Нюрбинский улус. Эту игру мы покажем также в прямом эфире на телеканале Якутия-24, а также на YouTube-канале Якутия-24. Оставайтесь в курсе событий турнира по мини-футболу на нашем телеканале. Увидимся с вами ровно в 3 часа дня. До свидания.
Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад семейного фестиваля, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. В этот день пройдет конкурс молодоженов на лучшее признание в любви и верности. Проявите свою фантазию и находчивость, снимите свое признание на видео, ведь это отличный повод сказать о своих чувствах второй половинке. Рак не случается вдруг. Следите за органами дыхания. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу. Также не забывайте про ежегодную диспансеризацию. Это поможет своевременно обнаружить рак легкого. Выявление рака легкого на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями на коже. Опухоли кожи могут возникать в любом возрасте и выглядят очень по-разному. При любом из этих симптомов обратитесь к врачу и пройдите обследование. Выявление рака кожи и меланомы на ранней стадии гарантирует излечение 98% больных. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за работой желудка. При появлении этих симптомов обратитесь к врачу и сделайте фиброгастроскопию. Помните, что основной причиной рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. Излечение от этой инфекции снижает риск онкологического заболевания. Выбери жизнь. Исключи рак. Курение – вред здоровью. Вызывает заболевания легких, сердца, печени. Никотин, содержащийся в табаке, провоцирует рак, нарушает нервную систему. Единственное, наиболее важное, что можно сделать для здоровья – это бросить курить. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса», где мы рассказываем, как монетизировать любимое дело и создать настоящий бизнес. Одним из популярных коммерческих направлений является школа танцев. Она может стать не только ярким и интересным занятием, но и полноценным прибыльным проектом, приносящим регулярный доход своему владельцу. В первую очередь необходимо выбрать, какие именно танцевальные классы будут располагаться в вашей школе. При выборе танцевальных направлений следует уделить внимание современным танцам, уличным,
а также не забывать классику. Ну и теперь от совета к делу. Первую студию, которую я открыл в очень маленьком помещении. Мы снимали зале по часам, но в первом же году мы столкнулись с тем, что в этой студии, где мы снимали часы, не было достаточно часов для того, чтобы мы открыли те группы, которые мы хотели открывать. И я принял решение, что вот как только будет возможность, я сниму помещение побольше, и мы туда переедем после того, как у нас будет возможность открывать зал. Зал, где проходят занятия, должен быть хорошо оборудован. Ламинат высокой прочности, зеркала во всю стену, хорошая вентиляция и, главное, свет. Много света. Для того, чтобы открыть зал, сейчас на данном моменте потребуется, не знаю, 600-700 тысяч. Это минимальные вложения, которые нужно внести для того, чтобы начать. Но туда входит 2 месяца аренды. Зависимо от помещения, если там требуется капитальные вложения в ремонт, то сам ламинат, зеркала, освещение, оснащение для раздевалок, примерно в эту сумму все и выйдет. Музыкальная, да, там? Да, музыкальные центры, скамейки, ресепшн. То есть, в принципе, за такие деньги можно небольшую студию организовать. Я рассматривал только центр, потому что люди заканчивают работать в центре, в основном люди работали раньше в центре, заканчивают работу, например, в 6, в школе в основном работают с 7 до 10, то сейчас это совершенно маленький промежуток времени, чтобы люди доехали до своего места жительства и там начали заниматься. То есть спальные районы для меня 10-15 лет назад были неинтересны именно поэтому, потому что работать лучше там, где люди работают, а работают люди в центре. Сейчас город сменился, сейчас многие люди живут и в спальном районе, и там же работают, потому что везде сейчас есть вся инфраструктура для того, чтобы вообще в центр не въезжать. Поэтому сейчас и открываются многие студии в спальных районах, да, и в таких больших районах, где очень много людей живут. И вполне достаточно выгодно работают. Бизнес школ танцев, оно сильно зависит от количества клиентов. Если есть клиентская база, то школа может работать без проблем. Если клиентов мало, то здесь возникают очень большие проблемы. Они связаны с тем, что, во-первых, сама школа сама себя не окупается, а есть затраты, которые не зависят от того, есть люди, нет людей, например, аренда, оплата администраторов и тому подобное. Это расходы, которые школа несет. Есть люди или людей нет. Есть расходы, например, как оплата преподавателей. Они часто бывают, зависят от количества людей. То есть меньше людей, меньше платишь, больше людей, больше платишь. Те расходы, которые связаны только с функционированием школы, они в любом случае будут, и если клиентов недостаточно, то получается школа становится убыточной. Разовые занятия стоят 500 рублей, но обычно люди платят за разовые занятия только в тех случаях, когда они собираются заниматься 1-2 раза. Если человек понимает, что он будет заниматься регулярно, то он приобретает абонемент. Чем больше занятий в абонементе, тем меньше себестоимость одного занятия. Средняя стоимость занятий сейчас где-то в районе 300 рублей.
вот, за час. А преподаватели, зависимо от квалификации преподавателя и востребованности самого преподавателя, ну, наверное, где-то в районе 30% от суммы выручки одного часа. А сколько приблизительно в группе человек занимается? Ну, по-разному. В среднем где-то человек 15-20, где-то вот так. Но просто потому, что это вот то количество, которое позволяет людям заниматься в комфортных условиях. Потому что большие группы, где там 40-50 человек, ну, естественно, они долго не живут, но просто потому, что некомфортно. Кто ваша целевая аудитория? Но поскольку это не дешевое удовольствие, скажем так, да, потому что платить за абонемент там 5-6 тысяч рублей, не каждый студент может себе позволить. Вот. Тем более, что когда человек начинает танцевать, расходы не ограничатся только абонементом, начинаются другие расходы, поход на вечеринку. Вот. А это же обычно раз в неделю или 2 раза в неделю. Некоторые все 5 раз в неделю ходят на вечеринки, еще на занятия. Поэтому это постоянные расходы. И понятно, что люди, которые активно занимаются танцами, это люди уже работающие, которые уже стоят на ногах. Клиент с каждым днем становится все требовательнее и требовательнее, и вопрос сервиса всегда остается ключевым. Для успеха в танцевальном бизнесе нужны не только комфортабельные залы, зоны отдыха, но и также развлечения. Хорошо, давайте тогда разберем немного вопрос о поиске клиентов. Да? Если раньше, например, активно флаеры раздавали тому метро, тем более если это центр города, то сейчас как вы привлекаете клиентов? С самого начала я начал с социальных сетей. Но при этом я сам учился на матмехе и во время учебы научился делать сайты. Я сам себе сделал первый сайт и сделал свой упор на социальные сети и на контекстную рекламу в поисковиках. То есть основная реклама у вас в социальных сетях. Что касается преподавательского состава, да, ведь найти свою команду и работать с профессионалами тоже непросто, да, их найти. Как вы подбираете себе команду и какие советы можете дать? Вот тут есть одна проблема, да, для того, чтобы привлечь хороших преподавателей, нужна какая-то база учеников, потому что они же на пустой зал не придут. Если они придут и у вас там будет 5 учеников, они быстро от вас уйдут, да. А без хороших преподавателей не набрать группу. Вот, да. И приходится подумать, как решить эту задачу. Вот. Я начал с того, что я работал с теми преподавателями, которые были под рукой. По мере того, как школа набирала обороты, стал привлекать более опытных преподавателей и одновременно воспитывать своих преподавателей. Потому что преподаватели, которые работают в школе, многие прошли через мою школу и начали работать со мной практически с нуля. Опять же, многие студии, да, берут такой вот маркетинговый ход, как бесплатное занятие. Вот ваше отношение, стоит ли делать так? Нет, я категорически против. Но здесь тоже палка о двух концах. Многие придут бесплатно, позанимаются, а потом все, от этого ничего не будет. Да, и здесь как бы вы правильно говорите, да, есть такой эффект, да. А почему вы не сходите? А почему вы бесплатно? Приду, потанцую. А создается массовка, которая иногда мешает тем людям, которые на самом деле настроены на то, чтобы учиться и ходить на занятия регулярно. Не стоит открывать студию танцев на одном зале, потому что тогда ресепшн, раздевалки и санузлы будут работать от одного источника. Поэтому минимум школа должна состояться с 2 залов, которые будут давать 2 раза больше прибыли и будут обслуживать как раз вот эти расходы.
танцы – это прибыльный бизнес? Конечно. Репутация школы танцев тесно связана с авторитетом преподавателей, работающих в ней. По статистике, в крупном городе с населением свыше 1 миллиона человек насчитывается около 100 танцевальных школ. Однако не все из них являются конкурентами друг для друга. Конкурентами считаются те школы, которые преподают один клиентов. Однако в школу танцев люди приходят либо за грамотной организацией процесса обучения, либо на занятия к конкретному преподавателю. В связи с этим риски данного бизнеса считаются минимальными. Затратная часть экономится в бизнесе следующим образом. Если человек понимает, что, я имею в виду руководитель бизнеса, владелец бизнеса, что не надо тащить все на себе, то он многие вещи отдает на аутсорсинг. Аутсорсинг можно отдать и бухгалтерию, можно отдать и, на самом деле, операционное сопровождение бизнеса. Ведь бизнесменов в стране не так много. Людей, которые придумывают идею, которые эту идею считают, что она состоится, и дальше ее запускают в реализацию. А вот исполнителей достаточно. Я в своей жизни встречал много людей, которые тащат на себе все, и как следствие очень быстро они выгорают. Если человек с головой, если грамотный предприниматель, отдавайте максимально на аутсорсинг. Отдавайте полномочия своим коллективам, которые вы набираете. Не надо стесняться. Вот сейчас, понимаете, финансовая структура, она очень тяжелая в стране, очень запутанная. Но я ни одного предприятия не видел, которые берут и покупают финансового директора из банковской сферы. Ведь человек в этой сфере варился, он все знает. Купите вы такого человека, и вам будет легче взаимодействовать с банком. Бухгалтерия. Не надо тащить огромный штат своей бухгалтерии. Отдайте на аутсорсинг. Оставьте себе главного бухгалтера, который в этом что-то понимает. И дальше на аутсорсинге вам сделают полностью красивую бухгалтерию. Есть компании, которые специализируются на поиске клиентов. Вам не нужно будет держать свой отдел, огромный штат продавцов. Да, вы будете держать по одному, по двум глобальных продавцов, но дальше работать будете с аутсорсинговыми компаниями. Получите поток клиентов, которые станут вашими клиентами. Дальше разовьете просто отдел сопровождения. Это дешевле, это проще. Но я в нашем бизнесе в российском не встречал ни одного бизнесмена, который использует эту модель. В основном все сами, а потом раздувают дикий штат, потом этот штат начинает жрать доходы, после этого компания разваливается. Вот, к сожалению, такой путь. Вывод 1. Танцуйте, развивайтесь и зарабатывайте.
Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Сделают это для запуска нового инвестиционного проекта. Расскажем, какого. В Алекминском районе капитально ремонтируют дороги. В планах важный участок длиной 5 километров. А в Москве закрыли 87-й киносезон и особое внимание уделили якутским кинопроизводителям. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Границы территории опережающего развития расширят за счет включения дополнительных земельных участков для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. На обновленной территории в этом году построят мусороперегрузочную станцию, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы, поступающие из Якутска. Часть из них затем используют для производства альтернативного топлива. Проектная мощность станции составит 150 тысяч тонн отходов в год. 26 лесных пожаров на общей площади более 1500 гектаров обнаружили за минувшие сутки. По данным оперштаба, новые очаги фиксируют в Нерюнгринском, Мегино-Конгаласском, Оленёкском, Алданском, Ленском, Усть-Майском районах. При этом потушили за день 12 возгораний площадью в 12 возгораний в 6 районах. Локализовано 3 лесных пожара. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 247 пожаров на площади почти 117 тысяч га. В аналогичном периоде прошлого года было 835 пожаров на площади 886 тысяч га. Обнаружено за сутки 26 пожаров. Действует на сегодняшнюю дату 52 пожара. Действует на площади более 40 тысяч га. Тушится на текущую дату 18 пожаров на площади около 15 тысяч га. В Алекминском районе продолжаются работы по капитальному ремонту дорожного полотна. В этом году в плане 5 километров на одном из участков. Все подробности у Елены Фаст. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Алекминском районе продолжаются работы на дорожном полотне. В этом году это участок около 2-го Нерептянского наслега. В прошлом году один из этапов – это населенный пункт 1-й Нерюктей, поселок Бирюк. И вот мы буквально сегодня стоим вот на границе данного участка. Был завершен. В этом году реализуется вот следующий участок дороги протяженностью 5 километров. И отсюда вот начинается вот граница данного участка. Работы идут в соответствии с графиком. Главная задача – выполнить задание качественно. На производстве практически беспрерывная подача 10 машин для отсыпки полотна. Дробилка дробит материал для одежды. Вывезено где-то около 14 тысяч кубов материала на земполотно. Где-то через 4 дня мы переходим на другой участок дальше от 776 до 777,5. Это 1,5 километра от 1-го Нерюктяя до Бирюка. При имеющемся темпе работы планируется завершить к началу августа. Трубы мы уже собрали. Значит, как только земполотно будет у нас отсыпано, мы сразу будем укладывать 5 труб по технологии. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Малой академии наук Якутии начались работы по исследовательским экспресс-проектам в рамках Международной исследовательской школы. Старшеклассники из стран мира работают над 11 проектами в разных сферах науки, которые актуальны в нашем регионе. Это палеонтология, глобальное изменение климата и другие направления. Ребята пройдут все этапы ведения исследовательской работы и смогут защитить полноценный научный труд перед экспертами. 2 года назад Ивана Евтевич защитила диссертацию и закончила аспирантуру, но ее работа в качестве научного сотрудника и ассистента на химическом факультете продолжается вот уже 7 лет. Ивана считает, что химия – это просто потрясающе, потому что в химической лаборатории можно сделать кучу интересных вещей. Ивана приезжает на Международную исследовательскую школу тьютором уже 5-й раз, и она очень ценит этот опыт. Наш проект называется «Насколько жирная наша повседневная пища».
И мы будем с участниками изучать содержание жирных компонентов, жиров в повседневной пище, в снеках, в фастфуде и так далее. Уже сейчас видно, что дети мотивированы, задают много дополнительных вопросов. Плюс к этому работа в такого рода проектах, она позволяет им выйти за пределы классической школьной программы. То есть те вещи, которые в школе не изучаются или еще не изучены, экспериментальная химия, да, какая-то химия высокомолекулярных соединений, жиров, все это они смогут здесь, и по ощущениям ребятам, конечно, крайне интересно. В команде Ивана собрались ребята, которые действительно предпочитают органическую и медицинскую химию. Они с большим интересом прониклись в исследование, которое познакомит их с лабораторными техниками, которые используются для определения содержания жиров. Мы сразу начали с эксперимента, и пока у нас выпадали наши жиры, мы изучили основу органической химии, которая нам понадобится для проекта. Я учусь в химическом классе, поэтому для меня это довольно-таки интересная тема, и узнать побольше органической химии, а также применить ее в жизни и проверить, насколько состав продукта правилен. В будущем я хочу поступить либо в МГУ, либо в РХТУ имени Менделеева, поэтому свою жизнь я хочу связать именно с химией и, возможно, стать ученым. Ребята предпочитают органическую и медицинскую химию, потому что она объясняет, как устроена жизнь на молекулярном уровне. А еще они считают, что если ты ученый, то можешь встретить много таких же ботаников, как ты сам, которые любят книги, фильмы, игры и вообще знают много всего о самых разных вещах. Анна Васильева, Виктор Дичковский, Хангаласский, Улус. Количество паромов до 4 увеличили на переправе Кангалас-Сотинцы. Связано это с проведением 8-х спортивных игр народов Якутии. Сообщается, что на переправе Якутск-Нижний Бестях курсирует 14 паромов. Отслеживать движение можно онлайн на сайте и в мобильном приложении «Паромы Якутии». Работу паромов контролирует республиканская рабочая группа, в состав которой входит правительство республики, Минтранс, главы районов, ГИБДД и транспортная полиция. На спортивные игры народов Якутии прошли аккредитацию более 5000 участников. Среди них спортсмены, тренеры, судьи, организаторы, работники культуры, журналисты, волонтеры и другие. Прибыли члены 20 сборных, еще 20 команд в пути. К концу дня должны прибыть большинство спортсменов. Тем временем завершилось расширенное совещание оргкомитета под председательством зампреда правительства республики Сергея Местникова. Обсуждали готовность спортивных объектов, размещение, перевозки и питание участников, оказание медпомощи и другие вопросы. Каждый по своим направлениям отчитался. Это и ремонт улично-дорожной сети, это и завершение строительно-монтажных работ на объектах проведения, это и благоустройство территории. В целом работы все завершены. Осталось такая, скажем так, мелкие моменты, которых нужно завершать уже до завтрашнего дня, то есть до начала самих игр. Наш комитет организационный будет работать все эти дни до последнего часа, до последней минуты завершения спортивных игр. Напомним, сегодня стартовал первый день игр народов Якутии. Начались соревнования по мини-футболу и волейболу. А торжественное открытие игр намечено на завтра, 5 июля. Прямую трансляцию в прямом эфире покажут наши телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха». В Доме кино в Москве закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности создателей кинолент. Тех, что украшали весь год киноэкраны, включая якутские фильмы. Особое спасибо прозвучало и в адрес зрителей, а их собралось немало. С торжественного закрытия киносезона моя коллега Исана Бурнашова. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов.
Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый. Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад первого республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Приглашаем всех желающих принять активное участие в шествии-параде и в конкурсе на лучшее оформление детских колясок. Дайте волю своему воображению и покажите всем свою индивидуальность и креативность. Теплицы – самое главное подспорье в домашнем хозяйстве у многих северян. Где еще можно съесть хрустящий пупырчатый огурчик прямо с грядки? Но прежде чем этот огурчик вырастет, следует немало потрудиться. Во-первых, теплица на севере – это почти капитальное строение. Зачастую строится из бруса или бревен. Второе. В теплице, как правило, установлена печь. Ведь посадить рассаду нужно в прогретую землю и поливать довольно долго теплой водой. Кроме того, не стоит забывать про неустойчивую северную погоду. Мы расскажем вам о нескольких хозяйках. Знакомьтесь, Самсонова Марина Геннадьевна. Выращивает овощи для себя, занимается этим не первый год и многое может посоветовать. Нарезала траву свежую и вот так мульчирую почву вокруг. Это создает такую воздушную подушку. Во-первых, от сорняков защищает. Во-вторых, не дает пересушиваться земле. Вот. Потом она подсохнет, станет такой вот сухой травой. И осенью
при перекопке своеобразным удобрением. Вот так. Но только траву обязательно надо не цветущую, чтобы семена потом не рассеялись. Иначе от сорняков не избавитесь. Вот эта тыква, да, вот эта тыква. Сейчас вот она сегодня расцвела. А какой запах от тыквы? Вообще, как духами пахнет. Тыква очень вкусно пахнет. Вот. Цветки такие ярко-желтые. Но я много не даю завязываться, потому что в наших условиях они, дай бы бог, чтобы одна хорошая была. Лишние листья обрезаю, потому что тоже сок тянут. Это не земля, это не грунт, это все-таки стеллажи. Тут земли мало, питательных веществ тоже не хватает. Подкормку веду обязательно. Зола вот у меня разведенная. Здесь у меня навоз запаренный. Вот. И каждую неделю в выходные я им даю подкормку. Вот. Ну, еще, допустим, если листву зеленую срезаю, допустим, лишние листья от огурцов или там помидоры тоже не даю зарастать, потому что все тянут в себя. И эту зеленку тоже водой заливаю, она квасится, потом через какое-то время разлагается, и этой жидкостью я тоже полью. Вот у меня баклажаны уже цветут. Вот. Я вот таким образом их опыляю. Вот. Скоро уже через неделю, наверное, точно баклажаны будут. Тут вот уже завязался. Сваи лиственные. Они практически не гниют, от воды они даже еще больше прочность набирают. Практически теплицу не ведет. Она стоит вот уже много лет. Ой, это счастье, это радость, это отдушина. Вот я здесь просто отдыхаю и душой, и телом, вот честно. Бывает, сейчас вообще сложная у всех жизнь, да, загружают нас и по работе бывает, и всяко разно. Вот. Но когда я прихожу сюда, и когда я вижу какие-то результаты своего труда, это ну просто не пересказать вот ощущения. Вот действительно я здесь отдыхаю. Я даже вот ночью во сне так не отдыхаю, как здесь, находясь там час, даже 15 минут. Вот я прихожу на обед, поела быстренько, и все. И я пошла тут то трясти, то опылять, то там рыхлить, то там что-то это. Быстро, ага, смотрю, время уже все. Я иду на работу, и уже какое-то вдохновение, ну совсем другое мироощущение. Анна Муратова, наоборот, еще только осваивает тепличное хозяйство. Но маме многодетной семьи это так же интересно, как и ее детям. Опыт тепличницы у нас небольшой. В этом году мы только в мае месяце приобрели сию теплицу. Для меня теплица вообще что-то непонятное было, потому что я из Самарской области, у нас там таких теплиц нет. Там есть просто дача, огород, есть парники и все. Но чтобы что-то выращивать в стеллажах, это было для меня очень непонятно. Но вот пытаемся, эксперименты проводим пока в этом году. Это тыква. Ребенок у меня воткнул просто семечки, 3 штуки, и они все взошли. Ну вот как бы мы их высадили. Вот эта тыква, укроп, петрушка, кабачки. Ну это все, наверное, редиска. Там огурцы. Руккола. Вот все, я пытаюсь вырастить елку, голубую новогоднюю ель. Не знаю, почему-то она зеленая, но пусть растет. Вот, это у нас инжир, теплолюбивый такой. Ну вот, пока растет, дальше не знаю. Так, и вот у нас растет дуб. Здесь еще вот несколько. Ну, посмотрим, как, что будет. А потом куда вы их денете? А вот не знаю пока, куда мы их денем. Скорее всего, что придется их забрать домой, а там, даст Бог, выживут, так на следующий год опять принесем. Вот. Ну и здесь вот такие вот у нас цветочки. Вот это была сирень, но что-то с ней что-то пошло не так. Что-то как-то она стала болеть. Вот. Это георгин. Это перец, кстати, декоративный, черный. Просто вот он как бы должен быть красивым, у него должны быть такие семечки.
Урожай ждем, конечно. Ну, я не так сильно, как дети, потому что старший у меня любит помидоры, он все ходит на них, смотрит, когда же они появятся. А дочка любит огурцы, все смотрит, какие они там маленькие, когда же они будут. А для меня это, скажем так, ну, отдушина, что ли, так больше, так сказать. Просто интересно семечку посадить, из нее там что-то вырастает, и какое-то вот такое занимательное времяпрепровождение. Ну, на овощи, скажем так, если взять бюджет, ну, пусть там 30 тысяч рублей в месяц, то на овощи и фрукты где-то уходит большая часть. Потому что, ну, дети есть дети, естественно, они любят это все, они хотят, и, естественно, мы идем, покупаем, вот. Но цена, конечно, страшная. И местное, да, оно почему-то получается дороже, хотя вот, ну, я не знаю почему. Наверное, какая-то есть в этом экономическая составляющая, как-то люди считают, но иногда мне кажется, что это вообще вот просто от балды. Да, конечно, мы вот познакомились, ну, в принципе, и так поселок маленький, мы знали до этого друг друга. Спрашиваем, как это лучше сделать, потому что вопросов масса возникает, потому что, ну, действительно, в первый раз сами так пробуем. И самое интересное, что никто не отказывает, никто не говорит: не, я тебе ничего не дам, я тебе ничего не скажу, это тайна. Все как-то делятся, общаются между собой. Так что пытаемся, надеюсь, будем дружить. Муж помогает, но он так больше где-то воды принести, там что-то как-то, вот, потому что он не отличает ни огурцы и помидоры, там листики, для него это вообще все одинаково. Он говорит: я ничего не понимаю. Я говорю: ну это же укроп. Он говорит: это я знаю, что укроп, а все остальное, говорит, я не понимаю и не разбираюсь. Вот. Дети помогают, приходят. Печка. Вы вот когда начинали высаживать, вы топили печку? Топили, да, топили печь. Потому что было достаточно холодно. Ну и мы, конечно, рано уже высадили по сравнению со всеми другими. Вот. Но все равно было холодно, мы топили печь. Я научилась топить печь, теперь сама знаю как. Что. Теперь утром открываем, когда нужно, вечером приходим, закрываем. То есть своеобразная такая заботушка появилась. Верим, что в этой теплице будет неплохой урожай. Хозяйка определится с удачными сортами овощей. Тем более, что рядом строится еще одна, уже более современная теплица. На этом участке рационально используется каждый клочок земли. Еще бы, в семье 4 взрослых мужчин. Попробуй прокорми. Светлана Николаевна – тепличница со стажем, и невооруженным глазом видно, что она очень любит это занятие. Ну, у нас теплица уже 20 лет. Вначале была маленькая тут тепличка. Мы купили еще одну маленькую тепличку. Все это снесли, сделали 2 большие теплицы. И баньку сделали. Вот. Ну, очень нравится нам это дело. Если бы не нравилось, не занимались бы. Во-первых, это общение с природой. Медитация своего рода. После работы придешь, пообщаешься, где-то кого-то пожуришь, я с ними всегда разговариваю, кого-то пожурю, кого-то похвалю. Но я их хвалю, в основном они у меня умницы. Урожай собираем хороший. С экономической точки зрения тоже очень выгодно держать свое хозяйство, теплицу, потому что вот летом мы каждый вечер делаем по большой миске салата с огурцов, с помидор, с перцев. Вот представьте, по нашим рыночным ценам купить на такую миску салата не меньше 1000 будет. А мы каждый вечер все свое, без пестицидов. Я знаю, что у меня там только навоз, зола и йод. Все, больше ничего нет. Ну и консервации делаем, что нам хватает на всю зиму. И не покупаем вообще консервацию. И картошка своя, и морковка своя, и зелень мороженая, все. Вот. Ну, конечно, очень хорошо. Хлопотно это все, да, труд большой это, но это того стоит. Как одна моя знакомая увидела мое хозяйство, наше хозяйство, и сказала: да вас раскулачивать надо, вы барыни вроде как. Я говорю: нет, мы пахари. Мы не кулаки, мы пахари. Тут у нас баклажаны вот растут, огурцы, перцы. Там кабачки, дыни, цветы. Ну вот, где-то там свеклу натыкаю, где-то салатик подсажу, чтобы не пустовала земля. Где-то вот укропчик по краю посажу. Мы каждый год меняем. В прошлом году огурцы были там, помидоры были здесь. Потом меняем, чтобы земля
немножко другая была. Конечно, у огурцов больше навоза кладем, чтобы лучше росли. А рассаду выращиваю сама, никогда не покупаю, потому что это тоже очень экономически выгодно. По 75 рублей один кустик, это я посчитала, у меня тут на 15 около 20 тысяч только рассады было. Вот, если цветы брать, все вот это вот. Рассаду сажу сама, да. Всегда, каждый год. Тоже хлопотно, это с февраля месяца начинается. И вроде думаю, ой, да нет, наверное, куплю на следующий год, не буду садить. А уже все, уже скучаешь, уже в январе начинаешь семена перебирать. А вот в этом году я вот это посажу, вот это посажу. Вот как-то интересно. Высаживаем мы с 15 по 20 мая. Рано не садим, потому что все равно солнца особо нет, тепла особо нет, они сидят, болеют, а уже высаживаем ближе к концу мая, вот так. Когда воду уже проведут, нам сделают. Ну вот в этом году маленько припозднились у меня огурцы, ну а так вот на 19 июня, на день рождения мужа, мы уже кушаем. 19 июня. Угу. Первый огурец снимаем. В этом году маленько припозднились они у меня. Печка когда топится, нагревается, и у нас теплая вода. Вот там с холодной, с прохладной водой. И мы мешаем, и теплой водой поливаем. И в той теплице также. Средний сын у меня вот тут капельный полив сделал. Он по времени включается. Да, 20 минут поливает, 2 часа не поливает. Потом опять 20 минут поливает, 2 часа не поливает. Вот на день включаешь, он все проливает. Она вот сверху сухая земля, а внутри она вся влажная, потому что по капельке, вот оно. В той теплице тоже капельный полив, но там мы заливаем бочку специального и потом включаем, оно поливает. А тут по времени. Программку какую-то задал, там оно включается, выключается. Ну, чтобы начинать садить все это, заниматься этим делом, нужно любить. Нужно любить растения, нужно любить землю. Я же говорю, вот нужно с ними разговаривать. Я вот как иногда как дурочка ходишь, разговариваешь. Я говорю, да, я люблю это, мне нравится. Вот. Ну, что еще? Поменьше химии в землю, поливать меньше химии. В основном все натуральное. Говорю, зола, навоз. Ну, вот йодом я огурцы, помидоры поливаю раз-два в сезон. Ну, и все, любить. Всего хорошего, всем урожая. Женщины поделились с нами своими съемками прошлогоднего урожая. И мы лишний раз убедились, все-таки своя теплица – это здорово во всех отношениях.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Долги населения за жилищно-коммунальные услуги оказывают негативное влияние на работу управляющих компаний и качество их услуг. В случае длительной неоплаты задолженности ее взыскание производится в судебном порядке. В ряде случаев в таких делах принимает участие и прокурор. В каких же случаях это происходит, каковы особенности рассмотрения судебных дел данной категории и что важно знать гражданам-должникам? Об этом мы поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, юристом первого класса Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. День добрый. Скажите, чем же определены порядок и срок оплаты за коммунальные услуги? В данном случае мы все, как потребители коммунальных услуг, согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, также пунктом 63 правил, утвержденных постановлением правительства номер 354, мы все несем ответственность и мы обязаны вносить плату за коммунальные услуги. В состав коммунальных услуг что у нас входит? Холодная, горячая вода, сточные воды, электрическая тепловая энергия, газ, в том числе в баллонах, твердое топливо для печного отопления и вывоз мусора. При этом в плату за жилое помещение у нас входит оплата за текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт, также за пользование общим имуществом, расходы, которые мы несем, и стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых за управление домом. При этом наниматели или собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества. Не все понимают, что такое общее имущество. Под общим имуществом следует понимать это коридоры, чердачные помещения, земельный участок, на котором находится жилое помещение и так далее. Это все, что находится за пределами вашей квартиры. Даже если вы не пользуетесь указанным общим имуществом, к примеру, лифтом, вы все равно будете обязаны вносить плату за указанные услуги. Квартплата у нас оплачивается ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Если мы сейчас будем оплачивать за июнь, то, следовательно, до 10 июля мы должны уже будем вносить наши обязательные ежемесячные платежи. Также квартплата из чего рассчитывается, да? Но мы все прекрасно знаем, что мы снимаем показания со счетчиков. Если у вас такие счетчики не установлены, то оплата производится по тарифам, установленным субъектом, то есть Республикой Саха-Якутия. Тогда в каком случае возникает обязанность по оплате платежей? Ну, тут следует исходить от того, кем вы являетесь, собственником или нанимателем жилого помещения. Если вы являетесь нанимателем жилого помещения, то, получается, вы должны будете оплачивать коммунальные платежи с момента заключения такого договора. Если такой договор у вас не заключен в письменной форме, то указанное обстоятельство не освобождает вас все равно от уплаты коммунальных платежей. Многие ошибочно думают, что если договор до сих пор не заключен, то мы можем не платить, но это не так. В любом случае вы будете нести обязанность такую и должны будете платить. А собственникам, конечно, у нас чуть намного, наверное, проще. Собственники оплачивают коммунальные платежи с момента регистрации права собственности. Скажите, что важно знать гражданам-должникам? Какие правовые последствия возникают для них в случае несвоевременной оплаты за коммунальные услуги? В случае неуплаты своевременно, то у нас такие ограничения могут быть как пени, ограничения, либо вообще отключение от коммунальных услуг. При этом, что у нас такое пени? Это неустойка. Если вы установленный срок не оплатили коммунальные услуги, это своего рода, ну, как говоря, легче, это штраф. Пени у нас начисляется с 31 числа, следующего за днем оплаты. То есть, если мы опять-таки приводим пример июнь, за июнь вы должны оплатить до 10 июля, следовательно, пени у вас уже будет начисляться с августа, примерно с 10-11 августа. Кроме того, может быть, как я уже сказала, приостановлено либо ограничено. При этом приостановление или ограничение потребителя от коммунальных услуг невозможно без его предупреждения. Сначала в данном случае поставщик обязан его уведомить о том, что у вас образовалась задолженность и что с какого-то времени вы будете ограничены в тех или иных коммунальных услугах.
Следует отметить, что на практике, когда вот возникают такие вопросы, суды зачастую исходят из того, что надо оценивать соразмерность в данном случае вот такого поведения должника. Не обязательно, если у вас, допустим, небольшая задолженность, да, что у вас обязательно отключат, поскольку надо исходить из правовых последствий, которые могут возникнуть, чтобы это не ущемляло права и интересы граждан и иных лиц, то есть окружающих. Потому что если отключат отопление зимой, то это просто приведет к не очень хорошим последствиям, негативным. Поэтому в данном случае это все-таки исходит из того, что это должна быть соразмерность. Скажите, а вот если мы говорим с вами о соразмерности, существует ли какой-то порог в счете по оплате коммунальных платежей, после которых вот действительно наступает пресловутое отключение? Ну, в данном случае, мне кажется, это все индивидуально, это уже все как посмотрит, получается, поставщик, либо уже суд. Потому что суд у нас принимает решение по своему также внутреннему убеждению, он оценивает все доказательства, которые имеются в материалах дела. Мы, конечно, не говорим о, наверное, о задолженности, которая менее там, 50 тысяч и так далее, но как такового критерия нет. И поэтому на данный вопрос достаточно сложно ответить. Кроме того, я еще не сказала, что одним из негативных последствий невнесения своевременной платы для нанимателей жилого помещения может быть выселение из данного жилого помещения. У нас также на практике имеются случаи, когда устанавливается, что потребитель, наниматель, получается, жилого помещения по договору социального найма в течение 6 месяцев, более даже 6 месяцев, не оплачивает коммунальные услуги. Вот тогда уже, получается, наниматель обращается с иском в суд о его выселении. Помимо этого, суды, кроме того, что принимают такое решение, в данном случае должник у нас будет выселен из жилого помещения, и ему будет предоставлено жилое помещение, равное к нормам общежитию, то есть на одного человека 6 квадратных метров. При этом, помимо того, что его выселяют, взыскивают с него задолженность, пени, а также могут взыскать расходы на услуги представителя. Если, допустим, нанимают адвоката, то уже получается, кроме всего, что уже было перечислено, он еще будет нести расходы за то, что управляющая компания или наниматель понес, когда он нанимал адвоката. Это как раз один из таких параллельных случаев, непрямых, когда с должника взыскивается задолженность. Мало того, что ему надо будет платить все с процентами, так еще и платить за юридические услуги. Да, это как один из дополнительных негативных последствий для должника. Скажите, в чем отличие вынесения судебного приказа и решения по исковому заявлению? В данном случае необходимо, наверное, мне вам до этого рассказать, как вообще может быть взыскана задолженность. Да? Задолженность у нас граждан может быть взыскана в претензионном порядке. Это у нас по-простому досудебном, когда с помощью досудебного регулирования можно как-то решить те или иные споры. Мы, как все потребители услуг и жильцы многоквартирных домов, и также и частных, бывает такое, что когда заходим в подъезд или видим, что на стенде бывает размещена информация, какая квартира имеет задолженность и задолженность по квартплате. Это вот таким образом у нас, получается, управляющая компания пытается с нами договориться о том, чтобы мы оплатили в добровольном порядке. Но действующим законодательством не предусмотрен обязательный порядок досудебный, поэтому в данном случае управляющая компания может сразу обратиться уже в суд. Это в порядке искового либо приказного производства. Иски, получается, подаются, необходимо мне отметить, по месту жительства потребителя, либо иски подаются, если иск подает наниматель, по месту его нахождения нанимателя. И также необходимо отметить, что срок исковой давности по данной категории дел составляет 3 года, когда лицо должно было узнать, что имеется у потребителя задолженности.
Если срок исковой давности будет пропущен, то исковое заявление будет подлежать отказу. Это как одно из условий при рассмотрении дел в суде. Ну и в заключение нашей с вами беседы. Вот в случае, если должник согласен будет оплатить долг, но иск уже подан, возможно ли прекратить производство в суде? Да, конечно, это возможно. В данном случае стороны это у нас могут урегулировать данный вопрос заключением мирового соглашения. При заключении мирового соглашения будет вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением его. Но также хотелось бы напомнить, что многие думают, что вот мы мировое соглашение заключили, и все на этом. Мы можем как бы дальше об этом не думать и не платить. Но хочу обратить внимание телезрителей, что если вы заключили такое соглашение, то не надо откладывать его исполнение как бы на долгий ящик, поскольку в случае, если вы его не будете исполнять, то управляющая компания может обратиться в суд с ходатайством о принудительном его исполнении. Тогда указанное мировое соглашение будет направлено в службу судебных приставов. И тогда уже, возможно, все последствия исполнительного производства могут быть наложены аресты на счета, либо на имущество. Поэтому прошу не затягивать и в данном случае сразу же погашать вашу задолженность. Я думаю, наши телезрители примут ваши рекомендации к сведению и возьмут их за правило. Благодарю вас, Дарья Романовна, за очень содержательную беседу и спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашего интервью. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам. Берегите себя. До встречи. Дорогие земляки, якутяне, набираем добровольцев для участия в зоне специальной военной операции на Украине. Патриоты, настало время с оружием в руках защитить интересы нашей страны. Мы помним наших земляков, легендарных героев Федора Попова, Федора Охлопкова, Ивана Кульбертинова и многих других, которые беспощадно били нацистов. Республика Саха-Якутия во все времена славилась своими героями. Настало время и для нынешнего поколения. Встань на защиту своего Отечества, запишись добровольцем. Я ветеран боевых действий, офицер запаса. И с первой командой выезжаю в зону специальной военной операции вместе с вами. Рак не случается вдруг. Следите за неприятными ощущениями в области живота. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Вам назначат анализы крови и мочи, а также УЗИ органов брюшной полости. С 39 лет его рекомендовано делать регулярно. Выявление рака печени на ранней стадии повышает шансы на излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за любыми изменениями в мочеполовой системе. Если у вас появился любой из этих симптомов, срочно обратитесь к урологу. У вас определят уровень простат-специфического антигена и назначат уточняющие исследования. С 45 лет определение простат-специфического антигена необходимо выполнять регулярно. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за работой кишечника. Если заметили эти симптомы, обратитесь к врачу и пройдите колоноскопию. Если обнаружен полип, его необходимо удалить. Выявление колоректального рака на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Рак шейки матки может долго протекать бессимптомно. Следите за любыми изменениями половой системы. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Посещайте гинеколога не реже раза в год. Выбери жизнь. Исключи рак.
Дорогие жители республики, я цифровой помощник главы Республики Саха, Якутия, Если у вас есть вопросы, касающиеся ЖКХ, благоустройства домов, субсидий, здравоохранения, записи детей в школу и детский сад, а вы не знаете, куда обратиться, тогда звоните мне по номеру 51 00 00. Я помогу решить практически любую проблему, подскажу и отвечу на ваши вопросы. Я уже помогла решить множество проблем жителей нашей республики, попасть на прием к нужному специалисту, получить компенсацию за проезд, убрать мусор, сделать ремонт и многое другое. А также вы можете оставить обращение на сайте Якутия Клик. В разделе «Создать обращение» оставьте свой вопрос, а наши специалисты вам помогут. Решение проблемы в один клик. One Click Якутия. Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад семейного фестиваля, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. В этот день пройдет конкурс молодоженов на лучшее признание в любви и верности. Проявите свою фантазию и находчивость, снимите свое признание на видео, ведь это отличный повод сказать о своих чувствах второй половинке.
Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Сделают это для запуска нового инвестиционного проекта. Расскажем, какого. В Алекминском районе капитально ремонтируют дороги. В планах важный участок длиной 5 километров. А в Москве закрыли 87-й киносезон и особое внимание уделили якутским кинопроизводителям. Правительство России расширит границы Тор-Якутия. Границы территории опережающего развития расширят за счет включения дополнительных земельных участков для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. На обновленной территории в этом году построят мусороперегрузочную станцию, где будут сортировать все твердые коммунальные отходы, поступающие из Якутска. Часть из них затем используют для производства альтернативного топлива. Проектная мощность станции составит 150 тысяч тонн отходов в год. 26 лесных пожаров на общей площади более 1500 гектаров обнаружили за минувшие сутки. По данным оперштаба, новые очаги фиксируют в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Алданском, Ленском, Усть-Майском районах. При этом потушили за день 12 возгораний площадью в 6 районах. Локализовано 3 лесных пожара. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 247 пожаров на площади почти 117 тысяч га. В аналогичном периоде прошлого года было 835 пожаров на площади 886 тысяч га. Обнаружено за сутки 26 пожаров. Действует на сегодняшнюю дату 52 пожара. Действует на площади более 40 тысяч га. Тушится на текущую дату 18 пожаров на площади около 15 тысяч га. В Алекминском районе продолжаются работы по капитальному ремонту дорожного полотна. В этом году в плане 5 километров на одном из участков. Все подробности у Елены Фаст. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Алекминском районе продолжаются работы на дорожном полотне. В этом году это участок около 2-го Нерюктянского наслега. В прошлом году один из этапов – это населенный пункт 1-й Нерюктей, поселок Бирюк. И вот мы буквально сегодня стоим вот на границе данного участка. Был завершен. В этом году реализуется вот следующий участок дороги протяженностью 5 километров. И отсюда вот начинается вот граница данного участка. Работы идут в соответствии с графиком. Главная задача – выполнить задание качественно. На производстве практически беспрерывная подача 10 машин для отсыпки полотна. Дробилка дробит материал для одежды. Вывезено где-то около 14 тысяч кубов материала на земполотно. Где-то через 4 дня мы переходим на другой участок дальше от 776 до 777,5. Это 1,5 километра от 1-го Нерюктяя до Бирюка. При имеющемся темпе работы планируется завершить к началу августа. Трубы мы уже собрали. Значит, как только земполотно будет у нас отсыпано, мы сразу будем укладывать 5 труб по технологии. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Малой академии наук Якутии начались работы по исследовательским экспресс-проектам в рамках Международной исследовательской школы. Старшеклассники из стран мира работают над 11 проектами в разных сферах науки, которые актуальны в нашем регионе. Это палеонтология, глобальное изменение климата и другие направления. Ребята пройдут все этапы ведения исследовательской работы и смогут защитить полноценный научный труд перед экспертами. 2 года назад Ивана Евтевич защитила диссертацию и закончила аспирантуру, но ее работа в качестве научного сотрудника и ассистента на химическом факультете продолжается вот уже 7 лет. Ивана считает, что химия – это просто потрясающе, потому что в химической лаборатории можно сделать кучу интересных вещей. Ивана приезжает на Международную исследовательскую школу тьютором уже 5-й раз, и она очень ценит этот опыт. Наш проект называется «Насколько жирная наша повседневная пища».
И мы будем с участниками изучать содержание жирных компонентов, жиров в повседневной пище, в снеках, в фастфуде и так далее. Уже сейчас видно, что дети мотивированы, задают много дополнительных вопросов. Плюс к этому работа в такого рода проектах, она позволяет им выйти за пределы классической школьной программы. То есть те вещи, которые в школе не изучаются или еще не изучены, экспериментальная химия, да, какая-то химия высокомолекулярных соединений, жиров, все это они смогут здесь. И по ощущениям ребятам, конечно, крайне интересно. В команде Иваны собрались ребята, которые действительно предпочитают органическую и медицинскую химию. Они с большим интересом прониклись в исследование, которое познакомит их с лабораторными техниками, которые используются для определения содержания жиров. Мы сразу начали с эксперимента, и пока у нас выпадали наши жиры, мы изучили основу органической химии, которая нам понадобится для проекта. Я учусь в химическом классе, поэтому для меня это довольно-таки интересная тема, и узнать побольше органической химии, а также применить ее в жизни и проверить, насколько состав продукта правилен. В будущем я хочу поступить либо в МГУ, либо в РХТУ имени Менделеева, поэтому свою жизнь я хочу связать именно с химией и, возможно, стать ученым. Ребята предпочитают органическую и медицинскую химию, потому что она объясняет, как устроена жизнь на молекулярном уровне. А еще они считают, что если ты ученый, то можешь встретить много таких же ботаников, как ты сам, которые любят книги, фильмы, игры и вообще знают много всего о самых разных вещах. Анна Васильева, Виктор Дичковский, Хангаласский, Улус. Количество паромов до 4 увеличили на переправе Кангалас-Сотинцы. Связано это с проведением 8-х спортивных игр народов Якутии. Сообщается, что на переправе Якутск-Нижний Бестях курсирует 14 паромов. Отслеживать движение можно онлайн на сайте и в мобильном приложении «Паромы Якутии». Работу паромов контролирует республиканская рабочая группа, в состав которой входит правительство республики, Минтранс, главы районов, ГИБДД и транспортная полиция. На спортивные игры народов Якутии прошли аккредитацию более 5000 участников. Среди них спортсмены, тренеры, судьи, организаторы, работники культуры, журналисты, волонтеры и другие. Прибыли члены 20 сборных, еще 20 команд в пути. К концу дня должны прибыть большинство спортсменов. Тем временем завершилось расширенное совещание оргкомитета под председательством зампреда правительства республики Сергея Местникова. Обсуждали готовность спортивных объектов, размещение, перевозки и питание участников, оказание медпомощи и другие вопросы. Каждый по своим направлениям отчитался. Это и ремонт улично-дорожной сети, это и завершение строительно-монтажных работ на объектах проведения, это и благоустройство территории. В целом работы все завершены. Осталось такая, скажем так, мелкие моменты, которых нужно завершать уже до завтрашнего дня, то есть до начала самих игр. Наш комитет организационный будет работать все эти дни до последнего часа, до последней минуты завершения спортивных игр. Напомним, сегодня стартовал первый день игр народов Якутии. Начались соревнования по мини-футболу и волейболу. А торжественное открытие игр намечено на завтра, 5 июля. Прямую трансляцию в прямом эфире покажут наши телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха». В Доме кино в Москве закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности создателей кинолент. Тех, что украшали весь год киноэкраны, включая якутские фильмы. Особое спасибо прозвучало и в адрес зрителей, а их собралось немало. С торжественного закрытия киносезона моя коллега Исана Бурнашова. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов.
Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый. Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Вздыхают матери в тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Сколько бы лет ни было маме, в сердце своего ребенка она всегда молодая. Сколько бы морщин не было у нее, мама всегда женственна, чувствительна и мягка, ведь вся она соткана из нежности. И эта нежная связь так крепка, что уже никто и никогда не сможет разорвать эти оковы любви. Дети все равно остаются все равно как маленькие. Такое чувство, нежность это просто то, что вот дети пришли к тебе, ради тебя приехали посмотреть, увидеть, ну и поцеловать. Вот, очень радостная. Мама, конечно, всегда ждет, всегда. Родина – это там, где мама. Поэтому, естественно, мы приезжаем, Амгу считаем своей родиной, да? Хоть мы и здесь не родились, но Амга – это наша, да? Наша родина, мы ее любим. Вот. Неважно, где мы родились, главное, что мама здесь, значит, наша родина здесь.
На самом деле Амга, скорее всего, так возьмем, моя третья родина. Да? Первая родина – это все-таки Усалданский район, село Чаран, где я родилась. Вот. Туда я езжу, брать тоже, вот, знаете, питаться вот энергией. Особенно люблю туда ходить на какие-то очень крупные масштабные цехи. Когда я туда приезжаю, никто об этом не знает. Я всегда… Встреча солнца обязательно. Да? А потом второй родина моя – это только город Якутск. Я себя, в принципе, считаю городской. А сюда мы переехали, это уже моя третья родина. Да? Но мы в Амгу переехали в 1985 году. И когда сюда мы приехали, я очень полюбила реку Амга. И очень любила сюда приходить в одиночестве. Об этом никто не знает. Ни мои родители, ни мои одноклассники. Вот. Я ходила здесь по берегу и просто гуляла, просто ходила, смотрела. Возможно, я питалась энергией положительной какой-то, вот водной. Да, мне это очень нравилось. И любила тут больше думать, наверное, мечтать. Я узнала, что, оказывается, есть такое понятие камень счастья, да, то есть с дырочкой камушки. И вот по берегу ходила и искала эти камушки. Но я по сей день не могу найти. Вот на протяжении уже многих-многих лет я этот камень счастья так не могу найти. А еще мне больше всего, что понравилось, вот наконец-то в Амге установили памятник ты сама, да, и такой, ну, как бы набережная такая хорошая стала. Так приятно на это вообще находиться, гулять, да, свежим воздухом. Но Амга очень красивая сама по себе. И мне кажется, здесь каждый уголок очень красивый. Здесь, конечно, больше всего это всегда природа, всегда. У меня есть место в парке, дерево, которое вот… Мне казалось, что она меня защищает, мне казалось, что она меня как-то очищает, да, вот, если у меня были какие-то, ну, вот, неприятные моменты, да, грусти и так далее. Здесь же, в основном, я в подростковом возрасте приехала в Амгу, а подростковый возраст же, он сам по себе очень сложный, и я очень долго искала себя, я не могла понять вообще, в какой сфере я принадлежу, вот, тогда тем более, знаешь, вот таких каких-то психологических тестов не было, да, если сейчас могут разложить и ребенку помочь, дать понятие, вот, какой склонность, да, талант в какой-то сфере и так далее. Я тогда не понимала. Я хотела стать, ну, думала, может быть, учителем, да. Кстати, из меня неплохой бы педагог получился бы, я думаю. Вот. Но это пришло со временем, уже когда я осознала, поступила на режиссерский, ну и потом пошло-поехало. Я ж не знала, что потом будут проекты и так далее, что потом и спектакли буду ставить полноценные. Об этом я ничего не знала. Я мечтала о чем-то светлом, хорошем, наверное, но только не о режиссерской карьере. Нет, конечно. Татьяна Чаранская, режиссер массовых, самых зрелищных и культовых мероприятий Якутии. Жители республики знают ее как постановщика таких крупных проектов, как музыкальный интерактивный конкурс вокалистов «Санаэре», танцевальный конкурс «Стань звездой», республиканский конкурс среди силовых структур «Люди в погонах» и «Мисс МВД». Есть и другие знаковые культурные события, запомнившиеся зрителю своим собственным стилем и индивидуальным почерком. Это бал чемпионов, бал прессы, бриллиантовый бал, эстафета зимних Олимпийских игр Сочи 2014. Сегодня Татьяна Николаевна является директором Государственного театра эстрады. Ее фамилия на устах у многих ценителей культурной жизни республики. Чаранская – это псевдоним, что с якутского языка переводится как «березовая роща». Ну вот, собственно, это и есть мое дерево. Это моя отдушина, это мое дерево. Знаете, когда вот это дерево обнимаешь, и такое ощущение, что оно тебе вот все отпускает, все твои плохие эмоции, и дает тебе все самое хорошее.
Но это мое самое любимое дерево – береза. Я березу люблю. Красота. Именно здесь, среди любимых берез и под пение птиц, юная Татьяна любила поразмышлять, строила планы на будущее, грезила о любви, иногда тосковала и грустила, но больше всего погружалась в мечты о музыке. И однажды этот момент наступил. Танечка, мы пришли с тобой знакомиться. Меня зовут Евгения Степановна, я буду твоим педагогом. Вот мы взяли в руки баян. Первый раз ты взяла. Ножички мы вставим вот так вот. Вот сюда поставь. И вот эта вот рука у нас должна вот так вот стоять. Потому что рука у тебя должна вот так вот ходить. Понятно, да? И вот берем первую ноточку, ты играешь подольше. Вот. А теперь сжимаем. Баян сжимаем. Тяжело сжимать? Вот. Следующая нотка вот такая, тоже открываем уже. Фраза у нас. И вот сюда четвертый. Вот мы с тобой сегодня прошли, Танечка, 4 нотки, которые ты должна дома выучить. И знаешь, что одна ноточка идет у нас на разжим, вторая ноточка на сжим, да? И вот ты запомнила, как нужно работать левой рукой, да? Одну ноточку открываем, другую закрываем. Вот. И дальше будет хорошо нам с тобой работать. Вот 4 ноточки. До, ре, ми, фа. Твое домашнее задание будет. Пошла. Вру немножко. Ага, вспомнила. Браво. Ты пришла ко мне, уже постарше девочка, я смотрю, проверила тебя. Ну, вроде бы слух есть немножко. 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 Не совсем уж прям Ага. Ну, думаю, взрослый человек, значит, все будет понимать. И вот помаленьку начали заниматься. Ну вот, когда пришла, у нее ничего не получалось, она начала играть. Потом постепенно, давай. И все время говорила, у тебя все получится, Да. все будет хорошо. Это у меня единственный учитель, который всегда говорил, у тебя все получится. Она верила в это. Танечка у меня все выполняла. То, что я ей говорила, она приходила, все делала мне. Синдром отличницы, да? Ну, не отличницы, но упорство вот такое вот было, да. Я отличницей никогда не была. Я что и в средней школе не была отличницей, и в музыкальной школе тоже не была отличницей. Но упорство было вот что. Но то, что знание, это необходимо. Сказали, значит, сделала. Ага, обязательно. Инструмент – это трудолюбие. Конечно, обязательно. Усидчивость, потому что домашнее задание еще задаешь. Домой приходишь, дома тоже играешь. По 2-3 часа надо заниматься. Я 5 лет честно отучилась, да, начиная вот 10 класс я сдавала экзамены, кстати, выпускные. И да, здесь сразу. сдавала выпускные, да. Сразу. Еще я играла в ансамбле народных инструментах на домбре. Вот. Я играла строго по нотам. Целые, половинные, да, четвертные, восьмые. Восьмерки. Ага, тон, полутон, мажор, минор, вот это, да, и Степан так хорошо объясняла всегда. И она такая терпеливая у меня всегда была, и я ее за это очень сильно любила. А мама у меня, что же сказать, такая молодец, когда я поступила, она купила сразу же баян домой и сказала, баян стоит очень дорого, а по тем временам действительно было очень дорого, да, и сказала, попробуй только бросить. И вот я поэтому оправдать мамино доверие училась. И мы все такие вот так. Алеша поступил на кларнет, мой брат, да, тоже закончил духовой оркестр. Ага, мама тоже кларнет ему купила.
Наденька поступила на пианино, на фортепиано, тоже до конца училась. И мама тоже купила пианино. Вот. И мы все закончили, все дети у мамы, все с музыкальным образованием. И это все вот, благодаря родителям. Благодаря родителям, да. Да. Потому что мама поддерживала нас. Да. Но Наденька, она себя посвятила полностью музыке. Оправдала. Оправдала. Вот одна из 3 детей полностью связана с музыкой. Она до сих пор играет на фортепиано, преподавала, теперь она является завучем музыкальной школы села Мгив. Да. Потом, значит, вручали свидетельство об окончании музыкальной школы. И я получила свое свидетельство об окончании и заплакала. Так расстроилась, потому что я думала, что там должна была стоять оценка 4, вот, на 4, а у меня стояла 3. Я эту 3 увидела и врёк. Я уже на Евгению Степановну смотрю и такая, ну как, почему, я же так старалась. А я же старалась, реально старалась. Ты хорошо сдала, но экзамены принимала комиссия. Поэтому они же свои оценки ставили, а мы свои. Вот. И, оказывается, Евгения Степановна так настаивала, что мы 4-то поставили. Ага. Но комиссия сказала, нет, она на 4 не ставит. И вот думаю, да, вот все-таки взрослые должны все-таки, наверное, поддерживать, да, детей, сильно не давить в них в это качество. Это сейчас, Танечка. Раньше строго было. Да, раньше очень строго было. Вот нет и все. Стояла, говорит, вся в слезах, и вот так вот я и убежала. Я прям помню, в белом фартуке. И по улице Ленина. Домой. Домой, вся в слезах и вся обиженная от этого экзамена, потому что мне казалось, что я очень хорошо сдала экзамен. Ну, казалось. Казалось. Оказалось плохо. Ну вот, мы все время, педагоги, здесь говорим, что, во-первых, режим у них в той школе, да, в этой школе, дисциплина. И в дальнейшем, когда вот мы по окончании музыкальной школы смотрим этих детей, они совсем отличаются от тех, которые, они постоянно занятые чем-то. Они уже привыкают к этому. Да, тогда. Это пятирядка, поэтому носи сюда перешла. Одинаково. И обратно. Вот и все. Она как режиссер мне нравится. Я была на концерте, когда творческий вечер был, и еще в погонах-то. А люди были? Конечно. Я ездила в город специально посмотреть этот концерт. Не говорила. Я инкогнита. Вот такие у меня. Они приходят тихо, молча. Посидели, посмотрели и ушли. Гордимся мы своими учениками всегда. И вот, и чувство, вот начинаешь ценить своих преподавателей, то, что они вложили в нас, к сожалению, только с возрастом. Действительно, так устроен мир, что переоценка ценностей происходит лишь с возрастом. Взрослеет человек, становятся зрелыми мысли и поступки. Наверное, так оно и должно быть. Главное – успеть осознать и вовремя произнести нужные слова. А педагоги, они всегда следят за успехами своих учеников, ведь это и их вложенная частичка труда. Конечно же, за жизнью уже взрослых детей следят и мамы, особенно если их ребенок творческий, состоявшийся и имеющий много идей, задумок и проектов. Самары, стань звездой, люди в погонах. И вот сейчас вот это вот последнее, служи мне, роман.
Таня моя купила 2 билета, мы пошли. И тут... Это я на собственный спектакль покупаю билеты. Да. У нас так. Я купила билеты, чтобы пригласить маму и ее подругу. Нынче у нас весной были большие гастроли по Заречным улусам, по райцентрам. Целую неделю ездили, каждый день у нас спектакль. Вот Юлия Гартаптал, служебный роман на якутском языке. И каждый раз перед спектаклем Татьяна Николаевна выходила к зрителям и приветствовала их лично, и рассказывала вообще, как строился этот спектакль, какие свои там проблемы какие были, какие успехи все были. И в Амге был такой случай, когда вот мама Татьяна Николаевна, она присутствовала там, и вот Татьяна Николаевна сказала, что здесь сидит моя мама, и зрители очень долго и искренне аплодировали. Это был такой очень трогательный момент. И, конечно, вот так, вот, когда признание людей, зрителей, такое хорошее признание идет, это, конечно же, очень хорошо. Вышла моя Таня. Мама, где ты? Ее не видно. Меня не видно. Я говорю, поприветствуйте мою маму. Она здесь в зрительном зале сидит. Ага. Она есть или со зрителями. Она сидит, ее не видно. Потом, мама, встань, пожалуйста. Она встала, и все равно ее не видно. Потом я стала кланяться, зрители, да, что они тоже хлопают. Валентина Афанасьевна, будучи скромной женщиной, признается, что не любит выходить на публику, но всегда очень гордится творчеством своей дочери. Успех и уважение, которые достигла Татьяна Николаевна, сегодня по достоинству оценен и коллегами, и зрителями. Работа в театре эстрады — это не только постоянные гастроли, концерты и спектакли. Это и еще одна покоренная ею вершина. Это ее жизнь, требующая полной отдачи сил, энергии и труда. Слушайте своего художественного руководителя Марию Николаевну. Где она, Мария Николаевна? Мария Николаевна, да, ага. Счастливого вам пути, хорошего вам сегодня концерта и хороших вам зрителей. Все, до свидания. Кстати, сейчас там, где стоит театр эстрады, я вот там-то и жила. Я вернулась, получается, на свою улицу, где все мое детство прошло. Вот на Чапалова улице, вот там, где сейчас исторические дома, вот там, где вот купеческие дома и так далее. Да, вот кинотеатр Лена тогда только был построен, по-моему, новенький. В общем, все мое детство прошло вот это вот. Я Заложная, Сайсарская, благодаря тому, что детский сад я ходила в Сайсарах же, да, и школа 14 тоже стояла в Сайсарах, да, и бабушка в Сайсарах жила. А у бабушки причем коровы были, да, бабушка практически до глубокой старости она содержала коров. Вот, и сама доила. И вот эта елочка там, да, вот сторона Гемеина, мы там все время как бы тусовались, играли, да, с Гемеина до Мерзловки мы всегда пешком ходили за хлебом, да, вот, ну, в общем, какое-то вот у меня воспоминание детского в основном вот как бы связано с городом, да, но бывали моменты, когда мы приезжали, пока вот дедушка, скорее всего, вчера не был жив по папиной линии, мы приезжали туда, и вот дедушку тоже я так смутненько помню. Вот. Но по рассказам мамы я знаю, что я у них была самой любимой
внучкой, потому что я старшая внучка была. Первый. И опять же, не знаю почему, я потом только поняла, почему я заставляла бабушку. Вот этот момент, кстати, я отрывками помню, как я лицо мыла молоком. А оказывается, я бабушку заставляла в умывальник наливать молоко, потому что я хотела стать белой. Я же смуглая сама по себе, да, вот. И, видимо, меня кто-то, наверное, из взрослых дразнил, вот типа харакыс, да, я помню. А потому что они белокурые все, такие белокожные, Сивцевы, с маминой стороны. А с папиной стороны всех смуглые, вот. И я, видимо, хотела стать вот тоже белокожей, потому что у меня сестренка-то тоже светленькая, брат тоже светленький, а я одна темненькая в семье. Вот. И вложили в меня вот такие вот комплексы черненькой, грязненькой девочки. Ну, видимо, как гадкий утенок, может, я выглядела, не знаю. И приезжала я к той бабушке на лето и заставляла умывальник наливать вот натуральное молоко. Вот этот момент я очень помню. И помню, что я прям стояла и умывалась этим молоком. Вот. Может, поэтому у меня кожа хорошая. Колено у нее черненькие. И она прямо муку брала, взяла муку и стала тереть свое колено, чтобы оно стало белым. Ну вот это я не помню. Представляете, я, между прочим, лыжницей была, вот. И там тоже чернело, весеннее солнце же съедало. Загар такой страшный, черный, который не смыть. Ужас какой-то. А тогда же не было вот от загара всяких кремов. Да ну как есть, так и ходили дети же. А я думаю, что так на меня шарахают это все вот так? А это, оказывается, солнце весеннее вот так вот съедало. Да? И я собирала жетончики. И у нас по физкультуре учитель говорил, если вы принесете столько-то жетончиков, да, там количество, сколько там, по километражу, там, и жетончик давали, километр прошел, жетончик давали, километр 2, 3, 4, 5, вот так вот, да. Чем больше ты жетонов приносишь, тем тебе оценки хорошие ставили. Она вот. Старалась. Ага. И я так старалась, я так хотела получить пятерку, да, по физкультуре. И вообще, я помню, я шла по физкультуре, иду, а сколько мне лет тогда? Я, наверное, как сейчас, как внучка своя была, да? Вот, да, в 4 классе, наверное. Представляете, вот так вот и с лыжами, и меня никто не провожал, никто меня не заставлял, что вот надо идти. Нет, тут учитель сказал, принесет из жетона, выпал. Ага, и я помню, вот иду прям на лыжах, да, и думаю, вот, хочу стать спортсменкой, да. Думала, вот, я такой спортсменкой стану и буду на Олимпиаде участвовать. Ай, короче, что только не думала. Ага. Ну, это не такая, наверное, была мечта, нет. Ну, в общем, спортсменкой я не стала, лыжницей не стала. Ага. Сейчас я не знаю, сколько метров проеду на лыжах. Помимо лыжни, я же еще танцевать хотела. Вот это точно была мечта. Да, какие только я танцевальные кружки не записывала. Я так хотела научиться танцевать бальные танцы. И пошла туда. У станка стояла, и все время меня ругали, да. Ноговицына та, ноговицына не то, там, да, в общем, вот так, ну, как-то бездарная, да. Меня выгнали, значит, и вот это такая рана села, что и тогда мне сказали, я же слышу, как взрослые, да, она тяжелая, да, у нее кости тяжелые, у нее такая, сякая. И я тоже вся в расстройстве. А я там, господи, ребенок, да мне, наверное, лет 7, да. И меня, причем мама за ручки не водила, я сама ходила. А потом, но тем не менее, да, я вот поплакала, но это встряхнулась, встала и пошла дальше. И в школе, да, в 14-м открыли тоже танцевальный кружок. Я туда записалась. Я танцевала танец свечами. Вот это я помню. Ну, не одна, там ансамбль какой-то был, школьный, только внутри школы. А я тогда уже понимала, что внутри школы кружок или танцы, это немножко местечково. Это надо больше так обширно выходить, то есть это надо ходить на более такие крупные ансамбли, да. Я все время туда хотела и всегда вот так вот подглядывала. Так вот я свою мечту-то как осуществила-то? Через проект «Стать звездой». То есть все, что я не смогла
сделать тогда в детстве, или, ну, в смысле, добиться чего-то, я уже добилась, будучи в зрелом возрасте, создав проекты. Будучи уже самостоятельным человеком, родив уже старшего сына, а муж он был артистом театра кукол в городе Нерюнгри, вот, я так как-то нечаянно попала в эту сферу и поняла, что хочу в этой сфере остаться, что мне там интересно. А интересно что было? Именно не когда играют на сцене, и не как я зритель смотрю, а процесс там, за кулисами, что происходит. И что же интересно происходило до выхода уже в готовом виде. И так я узнала, что режиссер этим-то и занимается. Вот так я и попала. И больше всего, конечно, мне помогла Клара Лазаревна, которая работала в отделе культуры в городе Нерюнгри, она-то меня и направила. Сказала: поступай, такая, Таня, ты в колледж культуры города Якутска, езжай туда. Я поступила. А потом мы уже поступили в Улан-Удэ, на режиссерское продолжили, получили уже режиссерское образование, ну, высшее, Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусства. Она обучалась в Бурятии, приехала с постановкой и на видеокассете показала про Вторую мировую войну. Это была, по-моему, ее экзаменационная работа, дипломная работа. Вот. Я в первый раз тогда столкнулся с творчеством мамы. Я до этого уже не понимал. Она то ходила, убиралась где-то, работала, там, полы мыла, посуду мыла, в первое время санитарила там. А тут творчество. И она так хорошо зацепилась за это. Появилась очень хорошая возможность у нее. И она, люди в погонах, у нее хороший проект был. Танцы со звездами, Сангае, и потом вот театр эстрады. Татьяна Николаевна у нас руководитель, конечно, очень хороший. Самое главное качество руководителя, вот лично по моему мнению, это профессионализм, это, конечно, забота о своих артистах, конечно, справедливость. Она воспринимает свой театр как свой дом, своих артистов как своих детей, как своих, ну, как семью. Татьяна Николаевна очень требовательная, ну, строгая, ага, ну и в то же время очень добрая, понимающая. Она в первую очередь женщина. И как любой руководитель женщина, она пытается все издалека смотреть, как должна протекать работа. И как режиссер она тоже все объемно смотрит и делает тоже по полочкам. Она меня вдохновляет, как бы. Ага. Она сильная женщина. Вот. Сильная, независимая. Ну, она для меня пример. А как домашний человек, как мама, она, конечно, очень любящая, очень добрая. Себя оценивать очень тяжело, потому что, ой, я не могу про себя сказать, что я такая там прям мама, так прям. Но мама, тем не менее, да. Моего старшего сына Айсена, скорее всего, вот моя мама воспитала. Угу. Потому что мы с Айсеном практически мы вдвоем росли, скорее всего, да. Я же совсем молоденькая была, когда первый раз вышла замуж. И мама взяла, получается, вот все на себя, его воспитание, потому что я училась.
что бабушка – это самый родной человек у Айсена. Бабушка очень милый человек, добрый. Ой, такой радостный момент, я даже не верила, что я стала бабушкой. Мы с бабушкой могли разговаривать подолгу, потому что я старался ей помогать и в огороде, по хозяйству. Айсен, например, он очень творческий, да, сам по себе человек, у него клипы, он рекламы делает, он очень хорошие сценарии пишет. Я с детства активный. В 23-й школе, где я учился, мы с ребятами, с одноклассниками из параллельного класса создали рэп-группу. Как-то она заметила и подумала, вот сходи к продюсеру Антону Иванову и попробуйся. Пришел, попробовался, Антону понравилось. А он говорит, нужна вишенка на торте. А это Гадана оказалась. Мы с Гаданой учились в одной школе, только она была на 2 класса младше. И так сложилось, что мы начали выступать. Ты будешь со мною вечно, я укрою тебя от беззаботного ветра. Жду давно от тебя ответа. Видишь, как озеро прекрасно, но все эти недели на улицах метели. Все кругом в пух и в прах, в суетах, и лишь мы с тобой поем эти песни. Поем эти песни. Я занимаюсь продюсированием видео, рекламных роликов, видеодокументальных фильмов. Пишу сценарии, режиссирую. В своем узком кругу я продолжаю. У меня есть записи. Ты обитаешь в моей голове. Видишь или нет, у нас нет никаких проблем. Внутри и снаружи равных тебе нет. Ты дашь, что зачаровываешь своей красотой. Наяву и во сне. Наяву и во сне. Ты обитаешь в каждом моем дне. И мы знакомы, будто сотни лет. Ты будто послана мне из других планет. И это самое прекрасное в тебе. Наяву во сне. Наяву во сне. Рождение второго сына практически тоже. Я была студенткой, опять же. А Сашеньку воспитывала, получается, вторая наша мама, то есть по линии моего второго мужа. Младший сын – это уже так больше, знаете, вот склонности. Он политолог, он историк, защитил диплом магистра по международных отношений, очень продвинутый, очень умный. Иногда, мне кажется, чересчур умный, потому что с ним очень сложно спорить, его лучше слушать и, наверное, соглашаться. Бабушки, они сыграли очень большую роль в их воспитании, в их вообще, как сказать, формировании их характера. Вот. И чему, возможно, я очень даже рада, потому что они помягче. На самом деле мама очень много работала. И дома она всегда домой она всегда приходила отдыхать. Мы с младшим братом брали под ответственность уборку, готовку. И поэтому старались, чтобы мама отдохнула, потому что она очень много работала. Она не только в одной организации работала, она везде работала. Вот, и она всегда воспитывала нас одна, и поэтому, ну, я уже был подростком, мне кажется, я как-то понимал ее, что вот нужна ей помощь. Сашенька-то вообще маленький был, и поэтому я с ним был. Она же очень много преодолела, и
Такому характеру многие мужчины даже позавидуют. Она 2 детей подняла на ноги, стала значимым человеком в республике. Это же что? Это трудолюбие. Трудолюбие, вера в цель, в мечту, может быть, а потом из мечты делать цель. Моя мама, скорее всего, она не похожа ни на чью. Не могу с кем-то ее сравнить, потому что моя мама – это моя мама. Особенно ее наставления по жизни мне очень пригодились. И за счет этого, скорее всего, такой, какой я сегодня есть, это во многом заслуга моей мамы. Как сыновья благодарны своей маме, так и сама Татьяна признательна своим родителям. Понимание, любовь, поддержка и мудрость – это все то, за что сегодня она говорит им сердечное спасибо. Я маме благодарна за все, что она вложила в меня в качестве доброты, да, потому что, несмотря на то, что, может быть, со стороны я выгляжу такой строгой и жесткой, про меня говорят, я очень даже мягкий и добрый человек, да, а это все качество мамы. Мама у нас очень мягкая, очень добрая, она вот плюс. Да. То есть, если папа минус, то она точно плюс. Да. Если папа требует, то она немножко смягчает. Требовательный был папа. Причем чрезмерно, наверное, требовательный, что хотелось всегда показать папе, что вот я примерная, я хорошая, я умная, я талантливая. Мама никогда не говорила: сделай вот так, тогда будет вот так вот правильно. Ага. Как-то я не помню, чтобы мама мне говорила: так не делай, или вот так делай, да, вот такого у нее нет. Она больше слушала. Это, наверное, я, как мама, пытаюсь своим детям: давай лучше вот так сделай. А так железный характер все-таки вот выработался с тем, что мама никогда не вмешивалась. Но один раз она вмешалась, решила вмешаться. Это когда один плохой мальчик камнем кинул меня и попал сюда, в лоб. И тут у меня шишка вышла. И мама пошла на разборки. Я пошла в школу, встретилась с этим мальчиком и сказала: ты почему так делаешь? И дала печенье им. Конфеты ты дала? Или конфеты. Конфету дала. Этим и все закончилось. Ага. И я была в шоке. Но я-то думала, она сейчас как даст этому мальчику: да не трогай мою девочку, вообще никогда не подходи, там что-то такое, да. А я смотрю, она ему дает конфетку. Я говорю: как так-то? Говорю, конфетку дала, да. А ее дочку, значит, тут камнем бросила, тут шишка, она ему конфетку дает. А он, правда, потом меня ни разу не тронул. Мало того, он потом меня стал защищать. Как бы я всегда знала, что если я к маме обращусь, то мама всегда подаст руку помощи. Мама всегда вот тихо, молча просто меня поддерживала. И, конечно, хотелось, чтобы мама была всегда рядом. Мудрость Валентины Афанасьевны не знает границ. Она проявлялась и в работе, и в быту, и в воспитании 3 детей. Сегодня все они состоявшиеся и уважаемые люди. Сын Алексей Наговицын – полковник в отставке. Дочь Надежда Алексеева – завуч Амгинской музыкальной школы. Татьяна Чаранская – востребованный режиссер. Несмотря на то, что Валентина Афанасьевна уже давно бабушка и прабабушка, а ее дом полон внуков и правнуков, сама она по-прежнему ощущает себя маленькой девочкой, беззащитной, робкой, все еще нуждающейся в поддержке самого близкого и дорогого человека – мамы. Моя мама – моя гордость. До сих пор она меня учит, как будто говори так, не делай так. Вот. До сих пор. Сколько бы мы ни говорили о маме, этого будет мало. Каждая мама бескорыстно сделает все для своего ребенка. Она будет переживать за твою судьбу, независимо от того, сколько тебе лет.
Женщина с золотым сердцем, икона с ликом святой. Вот кто для каждого человека является мама. Она самое дорогое сокровище, самая большая ценность в жизни. Она – ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы. Дорогие друзья, пришло время заняться батиком. Это интересная техника росписи ткани с резервирующей основой. Сегодня в этом увлекательном занятии вообще разобраться в многообразии различных техник нам поможет наша старая знакомая Наталья Николаевна Захарова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы снова посещаем ваш мастер-класс. На этот раз он посвящен батику. Расскажите, что это за такая техника интересная? Это древняя техника, вид рукоделия, когда раньше люди сами делали на ткацком станке полотна тканей из хлопка и из льна, они начали придумывать из растительных красок, придумывать разные цвета тканей. Ткани были очень дорогие в те времена, только богатые люди одевали, например, в Индонезии, в Японии, в Китае, в Египте. В таких теплых краях вот батик у нас развился, до сих пор развивается. В России тоже. Вот сейчас мы рисуем такими современными красками акриловыми и анилиновыми красками. Ну давайте начнем. Сегодня чем мы будем пользоваться? Вот расскажем. Сегодня мы будем пользоваться, естественно, такими современными акриловыми красками по ткани. Есть еще у нас такой резервирующий контур прозрачный, чтобы краска не расплывалась, да, на всю ткань. Нужны нам, конечно, бумага и карандаш для эскизов, соль, крупная соль. Это опять-таки тоже для резервации, она делает такие эффекты. И кисточки синтетика. Есть еще такие фломастеры, ну, для деталей, для декора пойдет. Так, сейчас мы сделаем сначала эскиз. Эскиз нашего будущего произведения. Так как мы живем в Якутии, мы будем рисовать эскиз в национальном стиле. Цветочки наши, да, лилии. Лилия саранка. Саранку будем рисовать. Национальный цветок, вот так просто. Мы все любим. 6 лепестков рисуем вот таких изящных лилий. 6 вот так, да. И тычинки обязательно. А обычно у лилии это 6 лепесточков. Это здесь, это середина, которая вот эта штучка. Так, здесь лилии вот так, они в разных этих
например, движениях. Вы тоже можете себе... Могу тоже, да? Отложите вот эту рамочку. Хорошо. И вот здесь, чтобы высоко было, мы специально здесь положили подложку. Подложку из картона и из дощечки. Так, лилию рисуем в разных движениях, в разных ракурсах. Ну, главное, чтобы это было 6 лепестков, да? Да, соблюдаем. Так, бутончики можно. И бабочку, например, да? Маленькую бабочку нашу якутскую сделаем. Полевые цветы. Теперь у нас ткань современная. Вот. Раньше все на натуральных тканях рисовали, да? А мы сейчас, давайте вот сегодня на шифоне попробуем. Через шифон у нас картинка видна. Так, берем контур вот такой. И через вот этот смотрим и наносим вот эти наши лепесточки. Контур нам помогает, чтобы краска она не распространялась по всей поверхности. Так, еще использовали свечку. Свечка тоже держала краску, да? Чтобы контур был аккуратный, лепестки были аккуратные, тоже использовали свечку. Мы свечку тоже сегодня попробуем. Так, на фоне, например, когда будем рисовать фон. Так, бутончик. Да. И, кстати говоря, оно так увлекает, и даже вот стараясь обвести, абсолютно все обводим, да? Да, смотрите. Ох, как здорово, как красиво. Чуть-чуть подождем, чтобы подсохло, да? Да. Ой. Не кладут. Видно, да? Нет. Смотри-ка. У меня не получилось. Вы должны были сильно давить. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Здесь будем заваривать. Ага. Так, листочек у нас ровно лежит. Берем кисточку. На палитре давайте сделаем цвет нашего цвета. Оранжевый цвет, да, немножко такой. Саранка у нас оранжевая. Не только такой красный цвет, и желтый цвет. Соединяем. Смотрите, где они расположены. Так, кисточка. Только она должна быть немножко, чуть-чуть, несколько сантиметров, миллиметров. На весу должна быть. Так. И обводим наши до нашей резервирующей линии. Состава. Резервирующего состава. Так, вот здесь внутри у нас будет немножко темные места. Насыщенно. Такой красный цвет добавим. Акриловые краски по ткани, они везде продаются в наших магазинах, канцелярских магазинах. То есть вполне можно все продается сейчас. Раньше анилиновыми красками, порошковые краски использовали в 90-х, 2000-х годах. А сейчас все есть. Могу заказать. Здорово. Вот этот контур, он не позволяет нашей краске разойтись дальше по полотну. Для этого вот используется это гель, да? Контурный гель, прозрачный. Но в магазинах тоже он есть. Есть. Вот раньше свечку использовали. Тоненькие свечки бывают же например, для праздников. Эти, они очень удобные. Вот сейчас я вам немножко продемонстрирую, как ведет себя свечка. Держит ли она краску, да? Сейчас вот в этих местах сделаю, как будто травинки, веточки. Вот сейчас как раз. Вот видно у вас. Так, фон у нас будет зеленоватый, такой голубой, нежно-голубой цвет, бирюзовый. Вот, смотрите. Желательно кисточки должны быть мягкие и натуральные кисти можно использовать? Да, можно. Вот, натуральные
можно тоже использовать. Чтобы краска оставалась на ткани, вот вы сказали, используется соль и уксус. Да, уксус. Это в горячем батике. То есть вот эти краски, они специально для ткани или обычную краску масляную можно использовать? Нет, они специально по ткани. Именно по ткани? Да. То есть если вы хотите заняться батиком, то непременно нужно, конечно, обзавестись всем необходимым. Это кисти, это краски специальные, как мы поняли. Так, соль пошла в ход. Соль, что мы делаем, присаливаем? Пока у нас краска не... пока мокрая, да? Мокрая, не просохла, мы должны посыпать солью местами, да? И она потом постепенно, она вот так делает интересную фактуру. И когда мы заканчиваем работу, да, мы хорошенько должны проутюжить, чтобы между волокнами, здесь микро такие, тонкие ниточки, да, чтобы краска туда полностью под горячим утюгом, чтобы она прошла во все волокна ткани. Так. Ну вот вы практически у нас фон остался и декор, маленькие эти травиночки. Так. Можно солью, да, присыпать? Да. Там, где вы это местами только. Не везде. Не везде. Вот батик очень увлекательное рукоделие. Пробуйте. Почти так, да? Здорово. Теперь осталось сделать мелкие детали. Так, соль здесь посыпали, здесь наверху чуть-чуть еще посыпьте. Вот так, пока не высохло. Так. Здесь сделаем как бы тень, тень. Падает тень. И вот эта кисточка тоже оставляет такие интересные следы. Вы тоже попробуйте. Это все, вот здесь. между прочим, вот здесь. Вот так? Да, в разных местах. Наверху, внизу. Не бойтесь. Главное, вот ткань, она должна плотно вот так. Да, чтобы это точно. Да. Плотненькой. Вот здесь можно? Ага, можно. Можно чуть потемнее оттенок. И на палитре обязательно. Вот здесь. Ага, пробуйте. Вот уже такое летнее настроение, да? Выходит. Вообще здорово. Практически мы попали в лето. Да. Солнечная погода у нас, да? Получилась картина. Тонкую кисточку берем и, например, у нас коричневого цвета нету. Мы сами делаем коричневый цвет. Зеленый цвет и красный цвет, например. Да? Цвета тоже мы должны. То есть по какие цвета подходят, как получать цвета, мы должны тоже знать. Теперь делайте здесь немножко вот эти стебелечки. Вот здесь стебелечки. То есть мы просто вот так вот одной линеечкой вот так соединили. Так. Теперь вот здесь сделайте. Так, где? Зеленым. Вот с этой. Вот с этой? Ага, посерединке. Вот так. Вы какой цвет взяли? Не знаю, коричневый. А мы эту саранку здесь изобразили нашим. У кого нет саранки, можно вот таким вот образом поселить у себя саранку. Практически все, да? Теперь осталось, когда высохнет, вот соль убираем. И вот здесь красиво, да, получилось? Да, очень красиво, прям вот. Так, здесь еще чуть-чуть не высохло. Угу. Вот такая картина у нас получилась. Да, здорово, замечательно, дорогие друзья, вот такие саранки вы можете выполнить сами своими руками, повторяя все за нашей учительницей, за Натальей Николаевной Захаровой. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Спасибо. Мы благодарны, что вы нам провели вот такой замечательный мастер-класс. Те, кто хотят сами пообщаться вот прям напрямую, можете прийти во дворец детства, вам все покажут, все расскажут. Покажем. Поправят. Если надо, направят на путь истинный. Но, дорогие друзья, пробуем.
Всем здравствуйте, вы смотрите «Мы вам покажем». Мы находимся в фотостудии Копиртехсервиса, такой компании, которая известна нам, якутянам, очень давно. И конкретно мы сегодня знакомимся с художником-дизайнером Ульяной Стручковой, которая нам покажет, продемонстрирует замечательную роспись, нанесение рисунка вот такого вот на тканевую поверхность. В нашем случае это будет футболка, моя футболка. Пользуясь случаем, да, я принесла Ульяну футболку белую. И вот скажите нам, с чего мы начинаем такой процесс? Здравствуйте. Для этого подходят материалы, и лучше плотные, и легче рисовать на светлых тканях. И сперва мы должны подложить подложку. Она должна быть плотная. Твердая, да? Твердая, да, чтобы с другой стороны не заморалась у нас. Так. Сколько примерно вот проходит процесс в целом нанесения рисунка, такого небольшого? Ну, смотря от сложности. Если мы... если светлая ткань, тогда можно за сутки сделать, и оно должно прямо вот так высохнуть. Хорошо просохнуть, да? Потом гладим с другой стороны и ручная стирка. Специально для этого краски у нас, для ткани. Все должно закрепить. Так. Чтобы ничего не шевелилось, не сдвинулось, да? Так, мы нанесли, наложили кальку, да? Например, я вчера подготовила эскиз. Ух ты! Как вы хотели. И когда у меня заказывают, например, люди свои желания говорят, что хотят, и эскиз утверждается. После этого мы наносим. Вот помните, копировальные бумаги? Да, да. И с детства помним. Вот, да. Так сглаживаем и находим середину. И просто, обводим, да? Да, вот так. Всем знакомый такой процесс. Почему вы выбрали вот именно творчество? Почему пошли по этому пути? Вот в детстве мечтали, в детстве наверняка любили рисовать. Да, любила рисовать. Мечтали стать художником, кем? Да, сперва хотела стать модельером. Потом открылся факультет, художественное училище на дизайнера. И туда и поступила. Какие вот на вашем опыте, может, самые такие необычные заказы, самые интересные, с которыми вам пришлось работать, может быть, или сложные? В последнее время я рисую картины на заказ. Некоторые даже свои сны рассказывают и хотят, чтобы я это воплотила. Нарисовала. Они мне рассказывают, даже удаленно пишут, потом также удаленно работаем, и с разных улусов. И некоторые мои картины уже в других городах висят, чтобы напоминало о своей родине. О Якутии, да? О Якутии. Люди заказывают, которые туда переехали. То есть вы воплощаете сны других людей? Получается, да. В рисунках? В рисунках. Или воспоминания с детства. И как вот попадаете, да, угадываете? Да, довольные. Люди говорят, довольные. Так, мы обвели рисунок, да? Вот примерно вот так у нас получилось, да, можно показать. Так вот, нечетко должно быть, да? Да. Основа светлая. В какой цветовой гамме? В любой, да, в принципе, да, можно? В любой. Можно на белый. Платье сделать сиреневым, розовым. Давайте розовым попробуем, да? Давайте. И обязательно тряпка нужна, чтобы кисточки стирать, так, потому вот это что вот? Это пока потом... не надо. Пока нет. Самый такой, наверное, интересный, да, момент схож с раскрашиванием рисунка на бумаге.
Да, ткань впитывает, поэтому ну, много времени уходит. И краску надо хорошенько разбавлять. А у нас сегодня будет рисунок не полностью покрытый, ну где-то так, мазками. Как мазки. Ага. Потом контуром будем добавлять четкие линии. А вот пробовали когда-то проводить мастер-классы для желающих? Или есть ли такая мысль у вас? Мастер-классы проводила для школы, для 1 класса. Там детей учила тоже так же на футболках. Они приносили свои рисунки. И также в течение 2 уроков носили с собой с готовыми футболками ушли. А так мастер-классы онлайн могу провести. Картины. Люди спрашивают, советы просят, ну, с чего начинать. А когда рисуете картины, был такой опыт, что с натуры писали, с человека? Нет, как-то пока боюсь за портрет браться. Когда училась, рисовали, конечно, а после этого уже не рисовала портрет. Ну, я образы рисую. Не конкретных людей. Так, все начиналось с бисером, бисероплетение на заказ. Украшения делала национальные. Потом это дело как-то забросила. Ну, сейчас, когда знакомые заказывают, делаю, ну, в основном сейчас рисую. И хорошо, что знаю графические программы, это тоже мне очень помогает. Да? Когда узоры добавлять. Например, эскиз сделала на своей графической программе, добавила там узоры, орнаменты, чтобы пропорционально все красиво было. Также могу увеличить вот этот, например, маленький эскиз до большого, если хотят, ну, большой размер, ну, формат картины. И также через копировальную. Национальный колорит, как мы уже сказали в ваших работах, да? Получается, вы сами тоже очень придерживаетесь якутской культуры, традиций. Стараюсь использовать, ну, изучать сперва орнаменты. Там же у нас, если перевернут орнамент, там совсем другое значение. И для этого смотрю книги, изучаю. А если вот там где-то что-то капнул, что-то заморал, вот как-то можно это исправить? Потом только, ну, что-нибудь, какую-нибудь другую, только если что-то другую деталь добавить, да? То есть не исправить, не отмыть. Да. Ну, на ткани так. Так, а кисточки какие-то специальные должны быть, да? Подойдет любая, то есть можно зайти в магазин, взять любую кисточку, или вот нужно подбирать все равно для контура, там потоньше кисть? Да, они по размерам отличаются. Ну, например, самые тонкие нулевка, а потом уже идут по номерам ну, тонкими, если тонкие кисточки, соответственно, подойдут. И синтетика. А есть такая у вас работа, которой вы вот больше всего гордитесь? Первый мой рисунок, который с этой стороны. Эйкыга. Лунная. Да. Девушка. Это самый первый ваш рисунок? Да, первый рисунок на холсте получается. После этого много раз заказывали картину. Наверное, больше 10 раз рисовала. Да? На один заказ могу, например, сделать несколько, даже 5 эскизов. Там потом утверждаете, можем, да? Утверждаем, можем корректировки внести. Иногда сразу получается. Ну, люди смотрят, говорят, все. Все идеально, все подходит. Да, все подходит. Я вижу среди картин при продукции, да, помимо девушек, животные, то есть волки, медведи, птицы, лошадь, вон даже образ, да, лошади.
Кого любите, чаще рисуете? Кого еще хотели бы нарисовать, возможно? Чаще, скорее всего, рисую лошадей, потому что у меня папа лошадьми занимался. Но сама очень боюсь их, но как-то их... Я тоже боюсь лошадей, кстати. Не подхожу близко. Да. Так, девушка у нас здесь с хомусом, да? Хомус потом серебряной краской добавлю. А есть ли у вас еще какие-то, может быть, увлечения? Вот говорят, талантливый человек талантлив во всем. Может быть, у вас еще какие-то есть творческие порывы, способности? Может быть, вы поете, может быть, вы фотографируете? Я раньше сочиняла стихи, когда в школе училась. Даже у меня сборник сохранился. Там больше 50, наверное, стихов. Ничего себе. Хотела бы к ним иллюстрации сделать. Как книжку маленькую для знакомых. Сохранить, да? Это было в школе? Это было в школе. Ага. И вот по прошествии нескольких лет, да, как вот воспринимаются стихи? Как они читаются? Некоторые очень смешные, да. Ну, все равно надо сохранить, потом оставить. А о чем стихи чаще всего? Ну, там разные были. В «Улусной газете» еще там публиковались, да? Да, публиковались. Места занимала. К юбилейному году Победы отправляла. Ну, это первый раз сочинила, отправила, потом про это забыла. Утром родители разбудили: вставай, как со стихи сочиняешь. Ты выиграла, да? Да, ты выиграла. Едешь в мае получать награду. Оказывается. Надо же. А сейчас нет желания? Нету такого, что идешь такая по городу, и вдруг там родились 2 строчки. Нет, да? Пока нет, может, потом будет. Так, ну если вот у нас есть девушка, лунная девушка, да? Уйкыга. Потом у нас каждый, наверное, как-то вот так или иначе называется, да? Работа. Ну, когда люди заказывают, говорят там хомустак из Уйкыга. Вот, которая висит, например, там лето с осенью, переход. Цветок сардана, да? Лето у нас такое же короткое, как цветочек. Это у нас, значит, хомустах кыс, да? Это у нас уже пошел основной рисунок. Закончился, да? Да, почти закончили. Потом начинаем вот такими контурами по детали мелкие рисовать. Ну, контур по плотности плотнее, чем краска. Ну, мелкие детали быстро и аккуратно делаются. Узоры делать. Хорошо получается контур. А он еще там с блеском, да, каким-то бывает? Да, это у нас золотая. Ну, есть разные оттенки. Ульяна, в связи с последними событиями, да, про которые мы все прекрасно знаем, вот как вас можно найти, если раньше это возможно было через одну из таких популярных социальных сетей, которую мы не называем, то сегодня вот как можно на вас выйти, ознакомиться с работами и вот что-то, возможно, себе заказать?
Через телеграм-канал, также как Ульяна Стучкова, найдете. Никнейм. Да, можете написать, я вам отвечу. Или можно... Поговорим, обсудим, да? Да, или можно на работе. Так, ну что, Ульяна, вы закончили рисунок, нанесение. Мне кажется, потрясающе красиво получилось. Дорогие телезрители, можете оценить. Это у нас образ якутской девушки, которая, ну, я так думаю, что очень отважная, воинственная, но в то же время очень нежная, хрупкая. Хрупкая, музыкальная. Музыкальная, да. Спасибо вам, Ульяна. Напомню, что эта футболочка моя. Я очень-очень рада, что вы мне такой рисунок подарили. С удовольствием буду носить. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я хотела бы вам пожелать дальнейших творческих успехов, бесконечного вам вдохновения. Я считаю, что вы действительно прям нашли себя, и вот это здорово. Спасибо. Спасибо большое и до новых встреч. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках нашей программы.
Дорогие жители и гости столицы, 8 июля в 16 часов впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад первого республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Приглашаем всех желающих принять активное участие в шествии-параде и в конкурсе на лучшее оформление детских колясок. Дайте волю своему воображению и покажите всем свою индивидуальность и креативность.
Продолжает наш эфир срочный выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 8-е спортивные игры народов Якутии в Усть-Алданском районе не успели официально стартовать, как село Барагонцы накрыл ураган. Стихия и порывистый ветер разрушили некоторые конструкции стадиона, вследствие чего пострадало 18 человек, в том числе 3 детей. Прямо сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент Виолетта Засимова. Виолетта, здравствуй, расскажи, какой ущерб нанесен объектам игр, какие меры принимают и как себя чувствуют пострадавшие. Здравствуйте, Сергей. Зрители, да, во время открытия стадиона Маягатта Бертхара в Барагоне пострадали 18 человек. Во время торжественной части внезапно начались сильный ветер и ливень. Конструкция LED-экрана, установленная к открытию 8-х спортивных игр народов Якутии, не выдержала капризов непогоды и обрушилась. А в результате пострадали 14 человек, из них 3 детей. Все они экстренно были доставлены в местную больницу. По последним данным, к числу пострадавших добавились еще 4 человека. Более подробно о состоянии пострадавших расскажет Любовь Бурнашова, замминистра здравоохранения республики. Все пострадавшие средней степени тяжести, они все в сознании. В настоящий момент происходит диагностические обследования. Что еще хочется отметить? Погибших нет, значит, тяжело раненых тоже нет. И по итогам обследования, значит, дополнительная информация будет чуть позже. В администрации Усть-Алданского района уже прошел ВКС с участием председателя правительства Андрея Тарасенко. Создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Уже начались работы по восстановлению. Со мной рядом заместитель главы Усть-Алданского района, первый заместитель главы Петр Сивцев. Петр Степанович, вам слово. Да, сегодня прошелся сильный ливень и ветер, и в результате чего у нас очень много чего пострадало. И в первую очередь это стадион Маягатта Бертхара. На данный момент идут восстановительные работы. Еще пострадала линии связи, линии электропередачи. Вот в связи с этим, наверное, у НВК Саха сейчас в данное время неполадки с интернетом. В течение до конца дня мы постараемся все это исправить. Все плановые работы, все плановые мероприятия, они проходят по штатному режиму. Сегодня в 9 вечера, 21:00 состоится генеральная репетиция, и, как планировали, завтра будут открытие игр. Сегодняшние мероприятия, спортивные состязания, это футбол, волейбол, они какое-то время остановились. В данное время им предоставили дополнительный источник питания, и они возобновят свое соревнование. Вот у меня кратко все. Так, на этом все. Сергей. Виолетта, спасибо за информацию. Будем ждать от тебя новых подробностей. Но что касается пострадавших от ураганного ветра, то им окажут всю необходимую помощь. Глава республики дал поручение региональному правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим от урагана в селе Барагонцы. Как сообщил Айсен Николаев в своем телеграм-канале, вследствие ураганного ветра произошло разрушение конструкции экрана и декорации для спортивных игр. При этом пострадали 14 человек. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время примут все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия. Также во время разгула стихии пострадали опоры электропередачи. В настоящее время в Барагонцах нет электричества. Заявленные на наших телеканалах трансляции по понятным причинам не могут быть продолжены. И вот как прокомментировали ситуацию представители центральных электрических сетей. Сегодня, 4 июля, Барагонским РЭС зафиксированы технологические нарушения в результате урагана на воздушных линиях 10 киловольт, Барагонцы-1, Барагонцы-2, Сельхозхимия, Маягаз и подстанции 110 киловольт Барагонцы. В настоящий момент стихия утихла. Без электроснабжения продолжают оставаться жители сел Барагонцы, Мындаба, Маягаз и Чаран. Персонал Барагонского РЭС приступил к срочному осмотру линий, выявлению повреждений и устранению технологических нарушений в сетях. Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения. Елена Васильева, пресс-служба центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
И по только что обновленной информации мы узнали буквально только что, пострадали 20 человек от ураганного ветра в селе Барагонцы. По информации оргкомитета, все запланированные на сегодня мероприятия продолжатся. В результате шквального ветра приостановлен матч по мини-футболу. Предварительно еще 2 матча запланированы на сегодня. Стартуют игры в 19:00 и 20:30. В данное время неравнодушные местные жители и сами спортсмены вышли на спортивные объекты для проведения восстановительных работ. Мы продолжаем следить за обстановкой в Барагонцах. Увидимся чуть позже. Чуть позже. Рак не случается вдруг. Раз в месяц обследуйте молочные железы самостоятельно. Если обнаружены эти изменения, срочно обратитесь к онкологу, маммологу или гинекологу. Если вы старше 40 лет, делайте маммографию раз в 2 года. Лечение рака молочной железы на ранней стадии повышает шансы на долгую жизнь. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Обращайте внимание на мочу. Если заметили хотя бы один из этих симптомов, даже однократно, обратитесь к врачу и пройдите обследование. Вам назначат исследование мочи, УЗИ мочевого пузыря, при необходимости цистоскопию. Регулярно проходите диспансеризацию. Выявление рака мочевого пузыря на ранней стадии гарантирует излечение. Выбери жизнь. Исключи рак. Рак не случается вдруг. Следите за состоянием слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. Если эти симптомы беспокоят вас более 2 недель, обратитесь к оториноларингологу. С 40 лет проходите ежегодный осмотр у этого врача. При своевременном выявлении рака в области головы и шеи он успешно лечится. Выбери жизнь. Исключи рак. Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Долги населения за жилищно-коммунальные услуги оказывают негативное влияние на работу управляющих компаний и качество их услуг. В случае длительной неоплаты задолженности ее взыскание производится в судебном порядке. В ряде случаев в таких делах принимает участие и прокурор. В каких же случаях это происходит, каковы особенности рассмотрения судебных дел данной категории и что важно знать гражданам-должникам? Об этом мы поговорим с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, юристом 1-го класса Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. День добрый. Скажите, чем же определены порядок и срок оплаты за коммунальные услуги? В данном случае мы все, как потребители коммунальных услуг, согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, также пунктом 63 правил, утвержденных постановлением правительства номер 354, мы все несем ответственность и мы обязаны вносить плату за коммунальные услуги. В состав коммунальных услуг что у нас входит? Холодная, горячая вода, сточные воды, электрическая тепловая энергия, газ, в том числе в баллонах, твердое топливо для печного отопления и вывоз мусора. При этом в плату за жилое помещение у нас входит оплата за текущий ремонт, взносы на капитальный ремонт, также за пользование общим имуществом, расходы, которые мы несем, и стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых за управление домом. При этом наниматели или собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества. Не все понимают, что такое общее имущество. Под общим имуществом следует понимать это коридоры, чердачные помещения, земельный участок, на котором находится жилое помещение и так далее. Это все, что находится за пределами вашей квартиры.
Даже если вы не пользуетесь указанным общим имуществом, к примеру, лифтом, вы все равно будете обязаны вносить плату за указанные услуги. Квартплата у нас оплачивается ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Если мы сейчас будем оплачивать за июнь, то, следовательно, до 10 июля мы должны уже будем вносить наши обязательные ежемесячные платежи. Также квартплата из чего рассчитывается, да? Ну, мы все прекрасно знаем, что мы снимаем показания со счетчиков. Если у вас такие счетчики не установлены, то оплата производится по тарифам, установленным субъектом, то есть Республикой Саха-Якутия. Тогда в каком случае возникает обязанность по оплате платежей? Ну, тут следует исходить от того, кем вы являетесь, собственником или нанимателем жилого помещения. Если вы являетесь нанимателем жилого помещения, то, получается, вы должны будете оплачивать коммунальные платежи с момента заключения такого договора. Если такой договор у вас не заключен в письменной форме, то указанное обстоятельство не освобождает вас все равно от оплаты коммунальных платежей. Многие ошибочно думают, что если договор до сих пор не заключен, то мы можем не платить, но это не так. В любом случае вы будете нести обязанность такую и должны будете платить. А собственникам, конечно, у нас чуть намного, наверное, проще. Собственники оплачивают коммунальные платежи с момента регистрации права собственности. Скажите, что важно знать гражданам-должникам? Какие правовые последствия возникают для них в случае несвоевременной оплаты за коммунальные услуги? В случае неуплаты своевременно, то у нас такие ограничения могут быть как пени, ограничения, либо вообще отключение от коммунальных услуг. При этом, что у нас такое пени? Это неустойка. Если вы установленный срок не оплатили коммунальные услуги, это своего рода, ну, как говоря, легче, это штраф. Пени у нас начисляется с 31 числа, следующего за днем оплаты. То есть, если мы опять-таки приводим пример июнь, то есть за июнь вы должны оплатить до 10 июля, следовательно, пени у вас уже будет начисляться с августа, примерно с 10-11 августа. Кроме того, может быть, как я уже сказала, приостановлено либо ограничено. При этом приостановление или ограничение потребителя от коммунальных услуг невозможно без его предупреждения. Сначала в данном случае поставщик обязан его уведомить о том, что у вас образовалась задолженность и что с какого-то времени вы будете ограничены в тех или иных коммунальных услугах. Следует отметить, что на практике, когда вот возникают такие вопросы, суды зачастую исходят из того, что надо оценивать соразмерность в данном случае вот такого поведения должника. Не обязательно, если у вас, допустим, небольшая задолженность, да, что у вас обязательно отключат, поскольку надо исходить из правовых последствий, которые могут возникнуть, чтобы это не ущемляло права и интересы граждан и иных лиц, то есть окружающих. Потому что если отключат отопление зимой, то это просто приведет не очень хорошим последствиям, негативным. Поэтому в данном случае это все-таки исходит из того, что это должна быть соразмерность. Скажите, а вот если мы говорим с вами о соразмерности, существует ли какой-то порог в счете по оплате коммунальных платежей, после которых вот действительно наступает пресловутое отключение? Ну, в данном случае, мне кажется, это все индивидуально, это уже все как посмотрит, получается, поставщик, либо уже суд. Потому что суд у нас принимает решение по своему также внутреннему убеждению, он оценивает все доказательства, которые имеются в материалах дела. Мы, конечно, не говорим наверное, о задолженности, которая менее 50 тысяч и так далее, но как такового критерия нет. И поэтому на данный вопрос достаточно сложно ответить. Кроме того, я еще не сказала, что одним из негативных последствий невнесения своевременной платы для нанимателей жилого помещения может быть выселение из данного жилого помещения. У нас также на практике имеются случаи, когда устанавливается, что
потребитель, наниматель, получается, жилого помещения по договору социального найма в течение 6 месяцев, более даже 6 месяцев, не оплачивает коммунальные услуги. Вот тогда уже, получается, наниматель обращается с иском в суд о его выселении. Помимо этого, суды, кроме того, что принимают такое решение, в данном случае должник у нас будет выселен из жилого помещения, и ему будет предоставлено жилое помещение, равное к нормам общежитию, то есть на одного человека 6 квадратных метров. При этом, помимо того, что его выселяют, взыскивают с него задолженность, пени, а также могут взыскать расходы на услуги представителя. Если, допустим, нанимают адвоката, то уже получается, кроме всего, что уже было перечислено, он еще будет нести расходы за то, что управляющая компания или наниматель понес, когда он нанимал адвоката. Это как раз один из таких параллельных случаев, непрямых, когда с должника взыскивается задолженность. Мало того, что ему надо будет платить все с процентами, так еще и платить за юридические услуги. Да, это как один из дополнительных негативных последствий для должника. Скажите, в чем отличие вынесения судебного приказа и решения по исковому заявлению? В данном случае необходимо, наверное, мне вам до этого рассказать, как вообще может быть взыскана задолженность. Да? Задолженность у нас граждан может быть взыскана в претензионном порядке. Это у нас по-простому досудебном, когда с помощью досудебного регулирования можно как-то решить те или иные споры. Мы, как все потребители услуг и жильцы многоквартирных домов, и также и частных, бывает такое, что когда заходим в подъезд или видим, что на стенде бывает размещена информация, какая квартира имеет задолженность и задолженность по квартплате. Это вот таким образом у нас, получается, управляющая компания пытается с нами договориться о том, чтобы мы оплатили в добровольном порядке. Но действующим законодательством не предусмотрен обязательный порядок досудебный, поэтому в данном случае управляющая компания может сразу обратиться уже в суд. Это в порядке искового либо приказного производства. Иски, получается, подаются, необходимо мне отметить, по месту жительства потребителя, либо иски подаются, если иск подает наниматель, по месту его нахождения нанимателя. И также необходимо отметить, что срок исковой давности по данной категории дел составляет 3 года, когда лицо должно было узнать, что имеется у потребителя задолженность. Если срок исковой давности будет пропущен, то исковое заявление будет подлежать отказу. Это как одно из условий при рассмотрении дел в суде. Ну и в заключение нашей с вами беседы, вот в случае, если должник согласен будет оплатить долг, но иск уже подан, возможно ли прекратить производство в суде? Да, конечно, это возможно. В данном случае стороны это у нас могут урегулировать данный вопрос заключением мирового соглашения. При заключении мирового соглашения будет вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с заключением его. Но также хотелось бы напомнить, что многие думают, что вот мы мировое соглашение заключили, и все на этом. Мы можем как бы дальше об этом не думать и не платить. Но хочу обратить внимание телезрителей, что если вы заключили такое соглашение, то не надо откладывать его исполнение как бы на долгий ящик, поскольку в случае, если вы его не будете исполнять, то управляющая компания может обратиться в суд с ходатайством о принудительном его исполнении. Тогда указанное мировое соглашение будет направлено в службу судебных приставов. И тогда уже возможны все последствия исполнительного производства. Могут быть наложены аресты на счета, либо на имущество. Поэтому прошу не затягивать и в данном случае сразу же погашать вашу задолженность. Я думаю, наши телезрители примут ваши рекомендации к сведению и возьмут их за правило. Благодарю вас, Дарья Романовна, за очень содержательную беседу и спасибо, что нашли время для того, чтобы стать гостьей нашего интервью. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам. Берегите себя. До встречи.
Дорогие друзья, пришло время заняться батиком. Это интересная техника росписи ткани с резервирующей основой. Сегодня в этом увлекательном занятии вообще разобраться в многообразии различных техник нам поможет наша старая знакомая Наталья Николаевна Захарова. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы снова посещаем ваш мастер-класс. На этот раз он посвящен батику. Расскажите, что это за такая техника интересная? Это древняя техника, вид рукоделия, когда раньше люди сами делали на ткацком станке полотна тканей из хлопка и из льна, они начали придумывать из растительных красок, придумывать разные цвета тканей. Ткани были очень дорогие в те времена, только богатые люди одевали, например, в Индонезии, в Японии, в Китае, в Египте. В таких теплых краях вот батик у нас развился, до сих пор развивается. В России тоже. Вот сейчас мы рисуем такими современными красками акриловыми и анилиновыми красками. Ну давайте начнем. Сегодня чем мы будем пользоваться? Вот расскажем. Сегодня мы будем пользоваться, естественно, такими современными акриловыми красками по ткани. Есть еще у нас такой резервирующий контур прозрачный, чтобы краска не расплывалась, да, на всю ткань. Нужны нам, конечно, бумага и карандаш для эскизов, соль, крупная соль. Это опять-таки тоже для резервации, она делает, да? Она делает такие эффекты. Еще и кисточки синтетика. Есть еще такие фломастеры, ну, для деталей, для декора пойдет. Так, сейчас мы сделаем сначала эскиз. Эскиз нашего будущего произведения. Так как мы живем в Якутии, мы будем рисовать эскиз в национальном стиле. Цветочки наши, да, лилии. Лилия саранка. Саранку будем рисовать. Национальный цветок, вот так, который просто, мы все любим. 6 лепестков рисуем вот таких изящных лилий. 6 вот так, да. И тычинки обязательно. А обычно у лилии это 6 лепесточков. И, это здесь это середина, которая вот эта штучка. Так, здесь лилии вот так, они в разных этих, например, движениях. Вы тоже можете себе... Могу тоже, да? Отложите вот эту рамочку. Хорошо. И вот здесь, чтобы высоко было, мы специально здесь положили подложку. Подложку из картона и из дощечки. Так, лилию рисуем в разных движениях, в разных ракурсах. Ну, главное, чтобы это было 6 лепестков, да? Да, соблюдаем. Так, бутончики можно. И бабочку, например, да? Маленькую бабочку нашу якутскую сделаем. Полевые цветы. Теперь у нас ткань, у нас современная. Вот. Раньше все на натуральных тканях рисовали, да? А мы сейчас, давайте вот сегодня на шифоне попробуем. Через шифон у нас картинка видна. Так, берем контур вот такой. И через вот этот смотрим и наносим вот эти наши лепесточки. Контур нам помогает, чтобы краска она не распространялась по всему, по всей поверхности. Так, еще использовали свечку. Свечка тоже держала краску, да? Чтобы контур был аккуратный, лепестки были аккуратные, тоже использовали свечку. Мы свечку тоже сегодня попробуем. Так, на фоне, например, когда будем рисовать фон. Так, бутончик. Да. И, кстати говоря, оно так увлекает, и даже вот стараясь обвести, абсолютно все обводим, да? Да, смотрите. Ох, как здорово, как красиво. Чуть-чуть подождем, чтобы подсохло, да? Да. Ой. Не кладут. Видно, да? Нет. Посмотрим-ка. У меня не получилось. Вы должны были сильно давить.
Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Здесь будем вместе. за вами наблюдать. Ага. Так, листочек у нас ровно лежит. Берем кисточку. На палитре давайте сделаем цвет нашего цвета. Оранжевый цвет, да, немножко такой. Угу. Ну, саранки у нас оранжевые. Не только такой красный цвет, и желтый цвет. Соединяем. А смотрите, где они расположены. Угу. Так, кисточка. Только она должна быть немножко, чуть-чуть, несколько сантиметров, миллиметров. На весу должна быть. Так. И обводим наши до нашей резервирующей линии. Состава. Резервирующего состава. Так, вот здесь внутри у нас будет немножко темные места. Насыщенно. Такой красный цвет добавим. Акриловые краски по ткани, они везде продаются в наших магазинах, канцелярских магазинах. То есть вполне можно все продается сейчас. Раньше анилиновыми красками, ну, порошковые краски использовали в 90-х, 2000-х годах. А сейчас все есть. Можно заказать. Здорово. Вот этот контур, он не позволяет нашей краске разойтись дальше по полотну. Для этого вот используется ну это гель, да, контурный гель, прозрачный. Но в магазинах тоже он есть. Есть. Вот раньше свечку использовали. Тоненькие свечки бывают же например, для праздников. Эти они очень удобные. Вот сейчас я вам немножко продемонстрирую, как ведет себя свечка. Держит ли она краску, да? Сейчас вот в этих местах сделаю, как будто травинки, веточки. Вот сейчас как раз. Вот видно у вас. Так, фон у нас будет зеленоватый, такой голубой, нежно-голубой цвет, бирюзовый. Вот смотрите. Желательно кисточки должны быть мягкие и натуральные упругие. кисти можно использовать? Да, можно. Вот, натуральные кисти можно тоже использовать. Чтобы краска оставалась на ткани, вот вы сказали, используется соль и уксус. Да, уксус. Да? Это в горячем батике. То есть вот эти краски, они специально для ткани или обычную краску масляную можно использовать? Нет, они специально по ткани. Именно по ткани? Да. То есть если вы хотите заняться батиком, то непременно нужно, конечно, обзавестись всем необходимым. Это кисти, это краски специальные, как мы поняли. Так, соль пошла в ход. Соль, что мы делаем, присаливаем? Пока у нас краска не... пока мокрая, да? Мокрая, не просохла, мы должны посыпать солью местами, да? И она потом постепенно, она вот так делает интересную фактуру. И когда мы заканчиваем работу, да, мы хорошенько должны проутюжить, чтобы между волокнами, здесь микро такие, тонкие ниточки, да, чтобы краска туда полностью под горячим утюгом, чтобы она прошла во все волокна ткани. Так, вот вы практически у нас фон остался и декор, маленькие эти травиночки. Так. Можно сырую, да, присыпать? Да. Там, где вы это местами только. Не везде. Не везде. Вот батик очень увлекательное рукоделие. Пробуйте. Почти так, да? Теперь осталось сделать мелкие детали. Так, соль здесь посыпали, здесь наверху чуть-чуть еще посыпьте. Вот так, пока не высохло. Так. Здесь сделаем как бы тень, тень. Падает тень. И вот эта кисточка тоже оставляет такие интересные следы.
Вы тоже попробуйте. Ну, это все, вот здесь. между прочим, вот здесь. Вот так? Да, в разных местах. Наверху, внизу. Не бойтесь. Главное, вот ткань, она должна плотно вот так. Да, чтобы это точно. Да. Плотненькой. Вот здесь можно? Ага, можно. Можно чуть потемнее оттенок. И на палитре обязательно. Вот здесь. Ага, пробуйте. Вот уже такое летнее настроение, да? Выходит. Вообще здорово. Практически мы попали в лето. Да. Солнечная погода у нас, да? Получилась картина. Тонкую кисточку берем. И, например, у нас коричневого цвета нету. Мы сами делаем коричневый цвет. Зеленый цвет и красный цвет, например. Да? Цвета тоже мы должны. То есть по колористике какие цвета подходят, какие как получать цвета, мы должны тоже знать. Теперь делайте здесь немножко вот эти стебелечки. Вот здесь стебелечки. То есть мы просто вот так вот одной линеечкой да, вот так вот соединили. Так. Теперь вот здесь сделайте. Так, вот здесь. Зеленым. Вот с этой. Вот с этой? Ага, посерединке. Вот так. Вы какой цвет взяли? Не знаю, коричневый. А мы эту саранку здесь изобразили в нашем. Ну, у кого нет саранки, можно вот таким вот образом поселить у себя саранку. Ну, практически все, да? Теперь осталось, когда высохнет, вот да, соль убираем. И вот здесь красиво, да, получилось? Да, очень красиво, прям вот. Так, здесь еще чуть-чуть не высохло. Угу. Вот такая картина у нас получилась. Да, здорово. Замечательно. Дорогие друзья, вот такие саранки вы можете выполнить сами своими руками, повторяя все за нашей учительницей, за Натальей Николаевной Захаровой. Спасибо огромное, Наталья Николаевна. Мы благодарны, что вы нам провели вот такой замечательный мастер-класс. Те, кто хотят сами пообщаться вот прям напрямую, можете прийти во дворец детства. Вам все покажут, все расскажут. Покажем. Поправят. Если надо, направят на путь истинный. Но, дорогие друзья, пробуем. Всем здравствуйте! Вы смотрите «Мы вам покажем». Мы находимся в фотостудии Копиртехсервиса, такой компании, которая известна нам, якутянам, очень давно. И конкретно мы сегодня знакомимся с художником-дизайнером Ульяной Стручковой, которая нам покажет, продемонстрирует замечательную роспись, нанесение рисунка вот такого вот на тканевую поверхность. В нашем случае это будет футболка, моя футболка. Пользуясь случаем, да, я принесла Ульяну футболку белую. И вот скажите нам, с чего мы начинаем такой процесс? Здравствуйте. Для этого подходят материалы. И лучше плотные. И легче рисовать на светлых тканях. И сперва мы должны подложить подложку. Она должна быть плотная. Твердая, да? Твердая, да, чтобы с другой стороны не заморалась у нас. Так. Сколько примерно вот проходит процесс в целом нанесения рисунка, такого небольшого? Ну, смотря от сложности. Если светлая ткань, тогда можно за сутки сделать, и оно должно прямо вот так высохнуть. Хорошо просохнуть, да? Потом гладим с другой стороны и ручная стирка. Специально для этого краски у нас для ткани. Все должно закрепить. Так. Чтобы ничего не шевелилось, не сдвинулось, да? Так, мы нанесли, наложили кальку, да? Например, я вчера подготовила эскиз. Ух ты!
как бы хотели. Ну, и когда у меня заказывают, например, люди свои желания говорят, что хотят, и эскиз утверждается, после этого мы наносим. Вот помните копировальные бумаги? Да, есть? да. И с детства помним. Вот, да? Да. Ага. Так поглаживаем и находим середину. И просто, ну, обводим, да? Да, вот так. Всем знакомый такой процесс. Почему вы выбрали вот именно творчество? Почему пошли по этому пути? Вот в детстве мечтали, в детстве наверняка любили рисовать. Да, любила рисовать. Мечтали стать художником, кем? Да, сперва хотела стать модельером. Угу. Ну, потом открылся факультет, художественное училище на дизайнера. И туда и поступила. Какие вот на вашем опыте, может, самые такие необычные заказы, самые интересные, с которыми вам пришлось работать, может быть, или сложные? Ну, в последнее время я рисую картины на заказ. Некоторые даже свои сны рассказывают и хотят, чтобы я это воплотила. Ну, нарисовала. Они мне рассказывают, ну, даже удаленно пишут, потом также удаленно работаем, и с разных улусов. И некоторые мои картины уже в других городах висят, ну, чтобы напоминало о своей родине. О Якутии, да? О Якутии. Люди заказывают, которые туда переехали. То есть вы воплощаете сны других людей? Ну, получается, да. В рисунках? В рисунках. Или воспоминания с детства. И как вот попадаете, да, угадываете? Ну да, довольные. Люди говорят, довольные. Так, ну что, мы обвели рисунок, да? Вот примерно вот так у нас получилось, да, можно показать. Так вот, нечетко должно быть, да? Да. Да. Основа светлая. В какой цветовой гамме? В любой, да, в принципе, да, можно? В любой. Можно на белый. Платье сделать сиреневым, розовым. Давайте розовым попробуем, да? Давайте. И обязательно тряпка нужна, чтобы кисточки протирать. Так, вот это вот? Это пока не надо. Пока нет. Самый такой, наверное, интересный, да, момент схож с раскрашиванием рисунка на бумаге. Да, ткань впитывает, поэтому ну, много времени уходит. И краску надо хорошенько разбавлять. А у нас сегодня будет рисунок не полностью покрытый, ну, где-то так, мазками. Как мазки. Потом контуром будем добавлять четкие линии. А вот пробовали когда-то проводить мастер-классы для желающих? Или есть ли такая мысль у вас? Мастер-классы проводила для школы, для 1 класса. Там детей учила тоже так же на футболках. Они приносили свои рисунки. И также в течение 2 уроков носили с собой с готовыми футболками ушли. А так мастер-классы онлайн могу провести картины. Люди спрашивают, совет просят, ну, с чего начинать. А когда рисуете картины, был такой опыт, что с натуры писали, с человека? Нет, как-то пока боюсь за портрет браться. Когда училась, рисовали, конечно, а после этого уже не рисовала портрет. Ну, я образы рисую. Не конкретных людей. Так, все начиналось с бисера, бисероплетения на заказ. Украшения делала национальные. Потом это дело как-то забросила. Но сейчас, когда знакомые заказывают, делаю. Ну, в основном сейчас рисую. И хорошо, что знаю графические программы. Это тоже мне очень помогает. Да? Когда узоры добавлять. Например, эскиз сделала на своей графической программе, добавила
там узоры, орнаменты, чтобы пропорционально все красиво было. Также могу увеличить вот этот, например, маленький эскиз до большого, если хотят большой размер, формат картины. И также через копировальную. Национальный колорит, как мы уже сказали в ваших работах, да? Получается, вы сами тоже очень придерживаетесь якутской культуры, традиций. Стараюсь использовать, изучать сперва орнаменты. Там же у нас, если перевернуть орнамент, там совсем другое значение. И для этого смотрю книги, изучаю. А если вот там где-то что-то капнул, что-то заморал, вот как-то можно это исправить? Потом только что-нибудь, какую-нибудь только если что-то другую деталь добавить, да? То есть не исправить, не отмыть. Да. На ткани так. Так, а кисточки какие-то специальные должны быть, да? Подойдет любая, то есть можно зайти в магазин, взять любую кисточку, или вот нужно подбирать все равно для контура, там потоньше кисть? Да, они по размерам отличаются. Например, самые тонкие нулевка, а потом уже идут по номерам на тонкими, если тонкие кисточки, соответственно, подойдут. И синтетика. А есть такая у вас работа, которой вы больше всего гордитесь? Первый мой рисунок, который с этой стороны. Эйкыга. Лунная. Да. Девушка. Это самый первый ваш рисунок? Да, первый рисунок на холсте получается. После этого много раз заказывали картину. Наверное, больше 10 раз рисовала. Да? На один заказ могу, например, сделать несколько, даже 5 эскизов. Там потом утверждаете, да? Утверждаем, можем корректировки внести. Иногда сразу получается. Люди смотрят, все. Все идеально, все подходит. Да, все подходит. Я вижу среди картин репродукций, да, помимо девушек, животные, то есть волки, медведи, птицы, лошадь, вон даже образ, да, лошади. Кого любите, чаще рисуете? Кого еще хотели бы нарисовать, возможно? Чаще, скорее всего, рисую лошадей, потому что у меня папа лошадьми занимался. Но сама очень боюсь их, но как-то их... Я тоже боюсь лошадей, кстати. Не подхожу близко. Да. Так, девушка у нас здесь с хомусом, да? Хомус потом серебряной краской добавлю. А есть ли у вас еще какие-то, может быть, увлечения? Вот говорят, талантливый человек талантлив во всем. Может быть, у вас еще какие-то есть творческие порывы, способности? Может быть, вы поете, может быть, вы фотографируете? Я раньше сочиняла стихи, когда в школе училась. Даже у меня сборник сохранился. Там больше 50, наверное, стихов. Ничего себе. Хотела бы к ним иллюстрации сделать. Как книжку маленькую для знакомых. Сохранить, да? Это было в школе? Это было в школе. Ага. И вот по прошествии нескольких лет, да, как вот воспринимаются стихи? Как они читаются? Некоторые очень смешные, да. Ну, все равно надо сохранить, потом оставить. А о чем стихи чаще всего? Там разные были. В «Лусной газете» еще. Там публиковались, да? Да, публиковались. Места занимала.
к юбилейному году Победы отправляла. Ну, это первый раз сочинила, отправила, потом про это забыла. Утром родители разбудили: вставай, вставай, как раз со стихи сочиняешь. Ты выиграла, да? Да, ты выиграла. Едешь в маю получать награду. Оказывается. Надо же. А сейчас нет желания? Нету такого, что идешь такая по городу, и вдруг там родились 2 строчки. Нет, да? Пока нет, может, потом будут. Так, ну если вот у нас есть девушка, лунная девушка, да? Уйкыга. Потом у нас каждый, наверное, как-то вот так или иначе называется, да? Работа. Ну, когда люди заказывают, говорят там хомстак из эйкыга. Вот, которая висит, например, там лето с осенью, переход. Цветок сардана, да? Лето у нас такое же короткое, как цветочек. Это у нас значит хомустах кыс, да? Это у нас уже пошел основной рисунок. Закончился, да? Да, почти закончили. Потом начинаем вот такими контурами, детали мелкие рисовать. Ну, контур по плотности плотнее, чем краска. Ну, мелкие детали, быстро и аккуратно делаются. Узоры делать. Хорошо получается контур. А он еще там с блеском, да, каким-то получается? Да, это у нас золотая. Ну, и есть разные оттенки. Ульяна, в связи с последними событиями, да, про которые мы все прекрасно знаем, вот как вас можно найти, если раньше это возможно было через одну из таких популярных социальных сетей, которую мы не называем, то сегодня вот как можно на вас выйти, ознакомиться с работами и вот что-то, возможно, себе заказать? Через телеграм-канал, так же, как Ульяна Стучкова, найдете. Никнейм. Да, можете написать, я вам отвечу. Или можно... Поговорим, обсудим, да? Да. Или можно на работе. Так, ну что, Ульяна, вы закончили рисунок, нанесение. Мне кажется, потрясающе красиво получилось. Дорогие телезрители, можете оценить. Это у нас образ якутской девушки, которая, я так думаю, что очень отважная, воинственная, но в то же время очень нежная, хрупкая. Музыкальная, да. Спасибо вам, Ульяна. Напомню, что эта футболочка моя. Я очень-очень рада, что вы мне такой рисунок подарили. С удовольствием буду носить. Спасибо вам огромное. Спасибо. И я хотела бы вам пожелать дальнейших творческих успехов, бесконечного вам вдохновения. Я считаю, что вы действительно прям нашли себя, и вот это здорово. Спасибо. Спасибо большое и до новых встреч. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках нашей программы.
пик лесных пожаров каждый год, это, как говорится, уже многолетняя статистика, это с 21 июня по 10 июля, когда возникает наибольшее количество пожаров. Моим решением введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Это позволило нам привлекать сейчас более оперативно авиалесохрану федеральную. Мы хотим в течение 23, 24, 25 годов провести линии, высокоскоростные оптические линии связи во все районные центры нашей республики. В первую очередь, конечно же, это касается Арктики. Считаю, что несмотря на дороговизну этого проекта, его надо реализовывать для того, чтобы качество жизни людей в Арктике, в области как раз цифровизации, интернета, оно коренным образом просто поменялось. Рад, что есть вот ребята, которые по 2 раза смогли сдать на 100 баллов. Это просто выдающийся результат. Талантливые дети у нас есть, надо с ними работать, надо их выявлять и поддерживать.
Хедов, здравствуйте. Восьмым спортивным играм народов Якутии в Усть-Алданском районе в селе Барагонцы помешал ураган. Стихия разгулялась в селе с такой силой, что сорвала крыши домов, повредила опоры электропередач и некоторые конструкции стадиона. Вследствие урагана пострадали 20 человек, в том числе 3 детей. Все пострадавшие средней степени тяжести, они все в сознании. В настоящий момент происходит диагностические обследования. Что еще хочется отметить? Погибших нет, значит, тяжело раненых тоже нет. И по итогам обследования, значит, дополнительная информация будет чуть позже. Село Барагонцы после непогоды частично запитано электроэнергией. Когда будет полное восстановление подачи электричества по телефону, нам рассказали в центральных электросетях. По состоянию на 18 часов 30 минут введена в работу линия 10 киловольт сельхозхимия. После включения линии в селе Мындаба ограничения электроснабжения были сняты. По линиям Барагонцы-1, Барагонцы-2 и Маягаз работы продолжаются до полного восстановления. В восстановительных работах задействован персонал Барагонского РЭС в составе 14 человек, а также 6 единиц специализированной техники. Телевизионные трансляции, заявленные в программе передач телеканалов НВК «Саха» «Якутия-24», возобновятся при полном восстановлении электроэнергии и интернета. Пока в Барагонцах нет связи. И вот как прокомментировали ситуацию представители Ростелекома. У нас в данное время сейчас обрыв кабеля по улице Лонгинова. Сейчас идут восстановительные работы. Примерно час сделаем, будут восстановлены. А по электричеству сейчас нет электроэнергии в самом Барагонце, и Чаран и Маягаз. Идут восстановительные работы со стороны энергетиков. Кроме того, в селе незамедлительно создан оперштаб по восстановительным работам. Тут же начали устранять последствия разгула стихии. Да, сегодня прошелся сильный ливень и ветер, и в результате чего у нас очень много чего пострадало. И в первую очередь это стадион моя Гатта-Берт Хара. На данный момент идут восстановительные работы. Еще пострадала линии связи, линии электропередачи. Вот в связи с этим, наверное, у НВК «Саха» сейчас в данное время неполадки с интернетом. В течение до конца дня мы постараемся все это исправить. Все плановые работы, все плановые мероприятия, они проходят по штатному режиму. Сегодня в 9 вечера, в 21:00 состоится генеральная репетиция, и, как планировали, завтра будет открытие игр. Сегодняшние мероприятия, спортивные состязания, это футбол, волейбол, они какое-то время остановились. В данное время им предоставили дополнительный источник питания, и они возобновят свою